Я специально так подгадал, чтобы в апреле у меня был Лувр, потому что Musée du Louvre, куда мы с вами идем, это действительно праздник. И я начинаю вот с этой фотки, это я снимал. То, что вы видите, да, и то, что мы видим сегодня, когда мы с вами приезжаем в Париж, и мы видим Лувр, то мы с вами должны понимать такую совершенно парадоксальную вещь, что из всех тех, кто владел этим дворцом, этим замком, потом этим дворцом, да, его именно вот в таком вот виде, видел только один человек. И то он видел его из окон дворца, в котором он жил, и которого на сегодняшний день уже не существует. Его нет, он сгорел. Место это, оно, конечно, удивительно и уникально тем, что то, что мы видим сегодня, как бы, это то, какой он сегодня, а таким он не был никогда. Все его владельцы, а это, представьте себе, этому месту 800 лет, они видели его совершенно другим. И мы сегодня с вами будем это смотреть, потому что я для себя решил, что нельзя начать разговор о музее Лувра, не говоря о здании Лувра, об этом месте. Потому что место совершенно уникальное, и вот я вам его пытаюсь показать с разных сторон. Сейчас мы с вами смотрим на Кюр Наполеон, на двор Наполеона и крыло Ришелье. И здесь всегда огромное количество людей, потому что это на сегодняшний день самый посещаемый музей в мире. То есть вот в этом рейтинге он стоит на первом месте, потом идут музеи Ватикана, потом Британский музей, потом долго никого нету, потом Харьковский исторический музей, и так далее. Понимаете, то, что мы сегодня с вами имеем возможность приехать и все это увидеть, это совершенно уникально, потому что, опять же, только один хозяин Лувра видел его таким, все остальные его таким не видели вообще. А вот мы сегодня имеем такую возможность, но мы не имеем возможности видеть то, в чем он жил, тот дворец. И мы сегодня тоже его будем видеть. А сейчас я хочу, чтобы вы увидели Лувр с той стороны, с которой его видит солнце, когда оно встает. И да, я знаю, что гелиоцентрическая система – это правильная система. Поэтому я рассуждаю с точки зрения Солнца. Вот я Солнце, я встаю над землей, да, я вижу Лувр с востока. И вот восточный фасад Лувра, которому всегда уделяется больше всего места и значения, его мало снимают, хотя на самом-то деле это и есть фасад. То есть, собственно говоря, когда Лувр работал как королевская резиденция, входили отсюда. И все воспринимали его отсюда. И попадали сначала в Квадратный двор, потом во двор Наполеона и так далее. Но на сегодняшний день и так. Вот это восточный фасад Лувра, который мы сегодня еще будем ближе рассматривать. Вот это, как вы понимаете, Сена. Это мост искусств. Он тянется к Институту Франции, который мы с вами знаем в большей степени, как Французская академия, который основан кардиналом Ришелье. С этой стороны у нас Рю де Риволи, улица, названная в честь победы Наполеона во время итальянской кампании под деревушкой, которая называется, естественно, Риволи, а никакое не Риволи. Но мы с вами во Франции, поэтому Риволи. Поэтому это Рю де Риволи, это одна из самых длинных улиц в Париже, не менее длинная, чем, собственно говоря, сама Сена. И вот Лувр, он сегодня вот такой, то есть он вот здесь начинается, вот видите, да? Вот это крыло, которое называется Денон, вот это у нас Квадратный двор или Кюр-Каре, это у нас крыло, которое называется Ришелье, и вот здесь мы выходим на павильон Марса, и, собственно говоря, все. То есть Лувр это такой сфинкс, который так лежит и смотрит на вас. И все туристы, которые сюда попадают, они попадают сюда отсюда. Они попадают через сад Тюильри, они попадают в Кюр-Наполеон, двор Наполеона, это здесь. И потом они проходят уже в Квадратный двор. То есть, собственно говоря, так это выглядит сегодня. И, конечно, нельзя не сказать два слова об этом уникальном строении, которое появилось в 90-х годах прошлого века при Франсуа Миттеране. Йо Мин Пэй,
американский архитектор южно-китайского происхождения построил эту пирамиду, которая сегодня является входом в Лувр. То есть вот здесь, вот перед нею вы выстаиваете огромную очередь, если, конечно, вы пришли там поздно, например, а не так, как я. Да? То есть я пришел сюда в 7 утра. Я постоял раз, два, три часа до открытия, ну и вошел, один из первых, и прожил в Лувре 2 дня, посмотрев, наверное, чтобы вам не соврать, 15% его коллекции. Пирамида совершенно прекрасна. Она необыкновенная. То есть вот среди вот этого всего бозара, бозар это хорошее слово, это стиль такой, это не базар, это бозар, это искусство. Это высокое искусство. Это стиль Второй империи, империи Наполеона III. Потому что все то, что вы видите, вот это вот все, это стиль империи Наполеона III. Принято считать, что Ленин после 1917 года принял план монументальной пропаганды в Советском Союзе, где везде должен был быть серп и молот, обязательно пятиконечная звезда, то есть все вот те символы, которые связаны с империей Советского Союза. Но на самом деле эту технологию придумал не Ленин и придумали вообще не большевики. Ее придумал Наполеон III, и он реализовал ее именно здесь, именно в Лувре. А что вот это за домик такой? Париж достаточно давно становится столицей, опять-таки, строго говоря, слово «столица» не совсем правильно в раннем Средневековье, потому что столица там, где находится король. Король в Реймсе, значит, столица в Реймсе. Король в Аахене, значит, столица в Аахене. Король в Лионе, столица в Лионе, и так далее. Но, тем не менее, Париж, который в римское время называется Лютеция, так как там живет племя Паризиев, то Лютеция не приживается, римляне в конце концов постепенно туда уходят, и Париж становится Парижем, точнее он становится Пари в конце «с», которое не произносится. Это тонкости французского языка. И действительно этот город формируется вокруг острова Сите. Остров Сите – это вот то, что Таня сказала, консьержери тюрьма, но тюрьма консьержери раньше называлась Дворец Сите. Там же находится Святая Капелла, Сен-Шапель, которую построил Людовик Святой, в котором хранилась часть древа Господнего, то есть часть креста, на котором Христос был распят. И самое главное, там хранился терновый венец Христа. Считается так. И дворец Сите, в котором жили французские короли достаточно долго. И примерно в 1190 году, то есть в самом конце XII века, Филипп II Август, собираясь уходить на Третий крестовый поход, в который он пошел с 2 еще звездами средневековья того времени, а именно английский король Ричард Львиное Сердце, который практически не говорил на английском языке, который говорил по-французски, в принципе, по-французски писал свою поэзию и прожил большую часть своей жизни на территории Франции, а именно во владениях его матери в Лангедоке и в Аквитании. И Фридрих I Барбаросса, император Священной Римской империи, который тоже большую часть своей жизни провел в Италии, потому что он там воевал, ему в Германии находиться особенно было некогда. И вот перед этим крестовым походом французский король Филипп II принимает решение о том, что в Париже, вот в этом месте, где сейчас находится Лувр, надо построить замок, надо построить форт, который будет охранять это место. Потому что к этому времени Париж достаточно большой город. Париж был огромным городом, он был на севере Сены, он был на юге Сены. Там издревле жили люди, там римляне построили свои лагеря. И король Филипп понимает, что в условиях так называемой феодальной раздробленности ему в этом месте нужен форт. То есть он окружает Париж новой крепостной стеной, и ему нужно построить форт. Что такое форт? Это такой маленький замок на самом деле. Почему? Насколько он маленький, я вам еще покажу, насколько он маленький, потому что вот это вот действительно
Ну, все маленькое, как бы миниатюрное. И вот этот вот замок строится в том месте, где сейчас квадратный двор Лувра, тот самый Кюр-Каре. В этом месте, по всей видимости, издревле то ли волков переучали на собак, то ли были какие-то волчьи травли и охоты. Но вы же понимаете, что лупус, лувре, то есть это все очень похожие слова. И есть такое подозрение, что в древнем гальском языке это слово имеет отношение к волкам. То есть, по всей видимости, что-то с волками было здесь связано именно вот в этих местах. Вот на этом северном берегу Сены, так называемом правом берегу Сены, в его западной части, то есть какие-то волки здесь были, поэтому слово «лур», скорее всего, имеет к этому какое-то отношение. И вот в этом месте был построен именно вот этот вот замок, макет которого вы сейчас видите. Я вам скажу больше. Во второй половине 20 века раскопки под квадратным двором Лувра привели к тому, что как бы археологи столкнулись реально вот с основаниями вот этих вот башен. Тем более, что, вот смотрите, вот эта часть, вот эта, да, вот посюда, это то, что было во рву. Это ров с крокодилами. Как бы, а все остальное вот это все сверху. А вот это вот все, вот этот цоколь, это все там вот как бы под водой. И вот так это выглядело, начиная с Филиппа II Августа. Ну, это я вам уже показываю работу братьев Лимбургов. Это начало 15 века, извините, это конец 14-го, начало 15 века. Это часослов, великолепный часослов герцога Берийского. Это совершенно уникальная вещь. Это так называемый октябрь. И здесь изображен Лувр. Здесь изображен Лувр таким, каким он был в эту эпоху. Он изображен именно в виде замка. Потому что это вообще сначала не королевская резиденция. Это просто крепость. Потом эта просто крепость становится просто хранилищем казны. Потом, когда возникает угроза от Нормандии с севера, а Нормандия французская в это время, она принадлежит английским плантагенетам, потому что при Генрихе II и его потомков Англия это практически империя. Потому что, смотрите, Англии на территории Франции принадлежит Нормандия, Пуату, Британь, Аквитания, Гасконь. То есть это огромные совершенно территории. И домен французского короля, как бы французский король, он понимает, что он все время находится под угрозой. Поэтому строится в том числе и вот этот замок. Но, тем не менее, сюда переносится казна. Потом, когда возникают проблемы опять же, с Нормандией, французские короли, а это уже короли, мы с вами имеем сейчас дело с династией Капетингов. В принципе, все те, кто правили Францией на протяжении 1000 лет, начиная с Капета, это Капетинги, которые потом переходят в Валуа, потом переходят в Бурбонов. Это все одна и та же семья. Они не имеют никакого практически отношения к каролингам, к мировингам, которые правили до этого, но пытаются, тем не менее, выстроить определенную какую-то преемственность. Так вот, здесь очень долго хранится казна, но при Филиппе Красивом IV казна переносится в отель, в замок Темпль. Замок Темпль интересен тем, что это знаменитые тамплиеры. Тамплиеры, которые первые банкиры Европы, которые первые, кто придумали векселя. И вот там это все находится достаточно долго, пока Филипп IV, он же Красивый, 13 октября, в пятницу 1307 года не арестовывает всех тамплиеров Франции. И, собственно говоря, пятница 13-е, собственно, это вот отсюда. Ну и тогда опять казна попадает сюда, а еще сюда попадает тюрьма, а еще потом, уже при потомках Филиппа Красивого, уже при династии Валуа, то есть следующая ветвь Капетингов, когда парижане поднимают бунт против своего короля во время малолетства юного Карла V, который живет в замке Сите, который потом станет тюрьмой консьержерии, они врываются туда, в Сите, как бы для короля Карла V, как бы, ну, это вообще катастрофа на всю жизнь, да, для него родное жилье связано с тем, что к нему пришли разбойники, как бы, его не убили только потому,
что Прево Парижа положил на него свою шляпу и сказал: не трогайте пацана, это наш король. И только поэтому не тронули. И после этого как бы Карлу V не очень как бы комфортно во дворце Сите, поэтому он переезжает в Лувр. И Лувр становится впервые королевской резиденцией. Хотя все-таки большую часть своего правления он проводит во дворце Сен-Поль, который не сохранился до наших дней, но Лувр периодически все равно используется как королевская резиденция. И так тянется до XVI века. В XVI веке на французский престол восходит Франциск I, который на самом деле такой, знаете, седьмая вода на киселе. То есть человек, который вообще, когда он родился, он даже не представлял, что такое может с ним случиться, что он может стать французским королем. Но так уж случилось, что у Людовика XII не было сыновей, была только дочь. Эта дочь по имени Клод выходит замуж за герцога Ангулемского, который имеет все-таки отношение к дому Валуа, он тоже принц крови, как бы его зовут Франциск, и так он становится королем. И всей Европе, я считаю, повезло в том смысле, что это человек, который не только, как он утверждал, последний рыцарь Европы, потому что вот при нем опять расцветают турниры, притом при нем французский двор становится тем местом, где оживает рыцарственная галантность, где возникает поэзия галантного века. Он сам пишет стихи, его родная сестра Маргарита Наварская, королева, кстати, она великая поэтесса этой эпохи. Это совершенно уникальное время. И они так все влюблены были в рыцарские турниры, что, к сожалению, собственный сын короля Франциска, будущий Генрих II, он, собственно говоря, и погибнет на этом самом рыцарском турнире. Лучше бы этих турниров и не было. Вот. Но Франциск I ведет достаточно агрессивную политику. Он пытается подчинить себе север Италии, прежде всего Миланское герцогство, на которое он имеет определенные виды, имея как бы на это, как он считает, определенные права. Он воюет со Священной Римской империей германской нации и прежде всего с императором Карлом V. В битве при Мариньяно он разбивает имперские войска, он как бы возлагает на себя корону герцога Неаполя, он абсолютно доволен собой, он знакомится, как вы думаете, с кем? Леонардо да Винчи. Кстати, Леонардо да Винчи умрет во Франции, практически на руках у этого человека, он ему завещает картину, с которой он не расставался всю свою жизнь, а именно Джоконду, которую мы с вами будем видеть, не факт, что сегодня, потому что что-то мне кажется, что мы с вами сегодня только вокруг Лувра погуляем. Ну ладно, неважно. И, короче говоря, Франциск, он становится настоящим королем Ренессанса. И если итальянский Ренессанс случился прежде всего благодаря дому Медичи, который вложил в это определенные средства, который дал возможность этим художникам вот это вот все сделать, как бы, которые, скажем так, создали прецедент, благодаря которому римский католический престол тоже как бы решил как бы сыграть в эту игру и, собственно говоря, тоже стал одной из тех сил, благодаря которым состоялось Возрождение. Франциск I это делает во Франции. Но в 1525 году ему изменила фортуна. В битве при Павии он терпит сокрушительное поражение. Испанцы берут его в плен, и он почти 2 года он проводит в Мадриде в испанском плену. Когда он был выкуплен своей матерью Луизой Ангулемской, он возвращается в Париж. И что самое смешное, совершенно непонятно, почему это произошло. Потому что, допустим, я в Мадриде был, но я не видел алькасар испанских королей. Потому что на его месте сегодня стоит Королевский дворец испанских королей, который построен в начале XVIII века. А Франциск видел этот алькасар. И он был до такой степени потрясен этой архитектурой, тем, что, оказывается, замок может быть не замком, а дворцом, что, возвращаясь в Париж, как бы для него идея фикс – это снести замок Лувр и построить Лувр как современный дворец, который не является фортом, который не является крепостью, а который является современным жильем со всеми удобствами. Потому что для Франциска Париж – это тоже столица. И вот это вот крыло, именно вот это вот,
Пьера Леско, его построил Пьер Леско, французский архитектор вот начала 16 века. Вот это строится при Франциске I. И, собственно говоря, Лувр Франциска I это только вот это крыло и больше ничего. Представьте себе, все остальное, это вот все тот же средневековый замок. И в этом средневековом замке вот такое вот современное, то есть с кондиционерами, как бы с нормальной ванной, с нормальным туалетом. Вот это вот крыло. То есть вот то, где можно жить по-человечески, в конце концов. Абсолютно все скульптуры, которые вы здесь видите, это Жан Гужон. Это тоже начало 16 века. Это очень модный скульптор этого периода. И вообще большой молодец. Самый главный зал кариатид в этом крыле, он построен в это же время при Франциске I. И почему он называется залом кариатид? Потому что вот здесь вот этот балкон для музыкантов, вот его поддерживают вот здесь 4 кариатиды. То есть 4 женские фигурки. В это время как бы Европа, она уже хочет быть вровень с античностью. Она уже как бы с этим знакома, она уже хочет, чтобы вся вот эта вот красота присутствовала в современной жизни. Этот зал еще и важен тем, что, кстати говоря, здесь 19 августа 1572 года прошла одна из самых знаменитых свадеб в Средневековье. Здесь король наварский Генрих женился на французской принцессе Маргарите Валуа, дочери Генриха II и Екатерины Медичи. А буквально через несколько дней, в ночь с 23 на 24 августа того же года, случится то, что мы с вами знаем, как Варфоломеевская ночь. А вот это колокольня церкви Сен-Жермен-Локсеруа, которая находится напротив Лувра, напротив его восточного фасада. Вам помните, мы с вами были солнцем, мы вставали над Лувром. Вот мы вставали примерно в том месте, где находится эта церковь. Вот, собственно говоря, колокол этой колокольни дал знак католической лиге о начале резни гугенотов. Ну и сначала, конечно же, зарезали и выбросили с 3-го этажа труп адмирала Колиньи, который был главой гугенотов в Париже того времени, и погибло в эту ночь порядка 5000 гугенотов, причем это были все как бы аристократы, безусловно, это графы, герцоги, бароны и так далее. Король наварский Генрих, который потом станет королем Франции Генрихом IV, чудом уцелел, причем спасла его жена. Та самая Маргарита, на которой он женился. Мало того, как бы есть подозрение, что к спасению его имела отношение также Екатерина Медичи, которая при этом как бы была одним из инициаторов как бы Варфоломеевской ночи, но она не была таким радикалом, как были герцоги Гизы, которые тоже были в основании, как бы, ну, были в руководстве как бы католической лиги, и она не хотела, чтобы Генрих погиб, но, собственно говоря, только благодаря тому, что Генрих не погиб, то есть Франция продолжила свое существование как государство, потому что, ну, все могло случиться на самом деле. А вот это я вам уже показываю квадратный двор, каким он стал уже после Варфоломеевской ночи в том числе, потому что квадратный двор, он в принципе оформился вот как раз при Генрихе II, Генрихе III, Карле IX, Генрихе III, Генрихе IV. То есть это самый конец XVI века и самое начало XVII века. Есть очень интересные гравюры, где часть квадратного двора, вот прям сверху, вот как бы они нарисованы, да, там нету еще крыш. То есть они еще находятся в состоянии как бы стройки. Причем поразительно то, что на сегодняшний день, когда ты смотришь на этот двор и понимаешь, что старый Лувр, вот тот замок, который мы с вами видели, он занимает только 4-ю часть этого квадратного двора. То есть замок на самом деле был очень маленький. Потому что, ну, собственно говоря, это пространство, ну, оно не сильно большое. Но оно, конечно же, интересно тем, что вот здесь вот внутри, как бы вот все, что мы видим, это вот такая вот возрожденческая ренессансная Франция. Ее сегодня осталось немного в нетронутом виде. Это вот разве что квадратный
двор Лувра и замок Шантии, замок принцев Канде, который тоже как бы, ну, существует достаточно в нетронутом виде сегодня. А вот видите вот этот проход, вот эти арочки, вот мы сейчас с вами на них посмотрим поближе, вот они. Вот это вот мы из двора Наполеона проходим в Квадратный двор. И опять же хочу вам сказать, что вот такого вот прохода здесь не было от слова никогда. Он здесь появляется при последнем владельце Лувра. Ну и у нас на сегодняшний день как бы это все тоже есть. А вот все предыдущие, а их было, ну представьте себе, Лувру, то есть вот этому вот месту, да, вот этому эгрегору, не вот этому зданию, а именно вот этому месту. И то, что здесь все время менялось, потому что Лувр, такое впечатление, что он существует всегда, он существует 800 лет. Но он все время меняется. Сначала это замок и часть крепостной стены. Потом, в конце концов, появляется вот этот вот ренессансный дворец. Ну, и мы с вами как бы идем дальше. А вот этот проход появляется только в самом конце 19 века. И, повторяю, последний владелец Лувра видит этот проход. Предыдущие все его не видели, а он, конечно, совершенно прекрасен. А это я вам показываю то, как выглядел Лувр при Генрихе Наварском. Итак, случилась Варфоломеевская ночь, о которой мы с вами говорили. При Варфоломеевской ночи королем у нас работает Карл IX. Это все дети Генриха II и Екатерины Медичи, которые, в принципе, закончили династию Валуа. Потому что на французском престоле сменяют друг друга все дети этой парочки. Сначала Франциск II и, хорошо, что вы сидите, Мария Стюарт, которая была его женой, и которая, когда он умер, вернулась в Шотландию, стала королевой Шотландии, а после этого там случилось все то, о чем пишет Эмиль Золя, включая как бы ее казнь уже на территории Англии. После Франциска королем становится Карл IX, при котором случилась Варфоломеевская ночь, который прекрасно устроил своего брата, родного брата, младшего брата Генриха Анжуйского, работать польским королем. Генрих приезжает в Польшу, как бы должность польского короля в это время выборная. Его избрали, потому что, ну, вы же понимаете, как бы, что в нашей лесополосе импорт это круто. И поляки в этом смысле мало чем от нас отличаются. Но это же очень прикольно, да, у вас королем работает, ну представьте себе, все равно, что у нас бы премьером стал Джонсон. В Польшу приезжает королем работать Генрих III, быстро понимает, что там есть сейм, который ему рассказывает, как он должен править. А он приехал из Франции. Во Франции это не принято. Во Франции король, чтобы вы понимали, он корону надевает раз в жизни на коронацию. Она ему больше не нужна. Все знают после этого, что он король. Это вам не Англия, где король 2 раза в год должен облачаться во все вот это вот, надевать корону и приходить в парламент, чтобы парламент не забывал, что у него есть монарх. Во Франции абсолютизм. Как бы во Франции это не принято. Во Франции как бы слово короля закон. И Генрих, он в шоке от польских как бы правил, не говоря уже о том, что ему говорят, что вы знаете, а еще вы являетесь в том числе великим князем литовским, и как великий князь литовский вы еще и правитель Украины. А в Украине там еще есть войско Запорожское, которое вообще имело вас в виду. А Генрих, недолго думая, в тот момент, когда выясняется, что в Париже умирает Карл IX, он быстренько собирает польскую казну всю и уезжает в Париж. И поляки утром просыпаются, а короля-то нету, и казны-то нету, и ничего нету, и надо что-то делать. Ну, с другой стороны, опять-таки, кризис всегда ведет к тому, что люди ищут самый лучший вариант развития событий, поэтому в Польше появляется совершенно гениальный Стефан Баторий. Ну, это отдельная история. Вот, Генрих возвращается во Францию он становится королем Генрихом III, по этому поводу у чудесного Дюма есть графиня де Монсоро, почитайте как раз именно этот период, после смерти Генриха III, который не заимел наследников, так уж случилось. Случается достаточно долгая гражданская война во Франции, в результате которой престол занимает ближайший родственник династии Валуа, представитель дома Бурбонов, тот самый Генрих Наварский, Генрих IV, который один из самых любимых королей французов.
У французов, в принципе, как бы немного любимых королей. У французов один из любимых королей – это Карл Великий, император Запада. Но опять-таки, понимаете как? Взрослые французы считают его, безусловно, великим королем. Французы-дети его ненавидят, потому что Карл Великий придумал во Франции школы. Во Франции один из любимейших королей – это святой Людовик, Людовик IX. Законным монархом во Франции считается только прямой потомок святого Людовика. Кстати, Генрих Наварский был прямой потомок святого Людовика. И Генрих Наварский – один из любимейших французских королей. Почему? Потому что умница, талантище, бабник. То есть все то, как любят французы. Опять, с вином все хорошо, как бы. Ценил, любил, участвовал в производстве. Имел фаворитов, но как он их имел? Он с ними дружил, а не так, как Генрих III. То есть, мало того, когда возникла проблема финансового характера, потому что, у французских королей всегда, если проблемы возникают, они всегда финансового характера, решил вот так. Он спросил у своего канцлера, герцога Сюли, что нам делать? Нет денег. Кстати говоря, одно из центральных крыльев Лувра носит имя именно герцога Сюли. Он сказал: Сюли, что будем делать? Денег нету. Какая ерунда, сказал Сюли. Сир, женитесь на Медичи. У них денег выше крыши. Она же страшная, сказал Генрих. Послушайте. Вы, главное, женитесь, а там будет видно. И в этом была сермяжная правда. Вы понимаете, королева Виктория английская, она этой сермяжной правдой пользовалась буквально через 200 лет, когда ее доченька сказала, что «Мама, ну как же, я выйду замуж за немецкого кронпринца, и как бы с немцем брачная ночь, это страшно, я не знаю, как мне быть, что мне делать». Королева Виктория сказала: «Доченька, закрой глаза и думай об Англии». Вот примерно такой совет Сюли дал своему королю. И да, как бы Генрих Наварский женился на Марии Медичи, дочери, опять-таки, флорентийских герцогов, которых денег немерено, как бы приданное невероятное совершенно. И еще как бы в Лувре у нас эта тема будет. Но мы с вами возвращаемся к Лувру времен Генриха Наварского. Но он уже не Наварский, он уже французский, он уже Генрих IV. И смотрите, что у нас здесь есть. Вот то, что вы здесь видите, вот видите вот это, да? Это 4-я часть того самого кюр-каре, квадратного двора Лувра, который существует на сегодняшний день. То есть, вот следите за рукой, да? Сегодня квадратный двор, вот он. Вот. А вот эта 4-я часть, как бы, это то, что есть при Генрихе Наварском. Причем, вот это вот крыло, которое вы видите, это то самое крыло Пьера Леско, которое мы с вами только что смотрели со скульптурами Жана Гужона. Вот этот флигель короля, его на сегодняшний день нет, он перестроен. Вот эта малая галерея, она существует, ее построил Генрих Наварский. А вот эта большая галерея, которую вы здесь видите, это тоже построено при нем. А что вот это за теремок? А этот теремок называется Тюильри. Дворец Тюильри, он построен тещей Генриха Наварского по первой жене. Вы же помните, его первая жена Маргарита Валуа. Маргарита Валуа – дочь Генриха II и Екатерины Медичи. Когда Генрих II погибает, а он именно погибает, потому что, опять же, мы с вами вспоминали турниры. Турниры были в моде. И у короля-рыцаря сын, естественно, тоже рыцарь. Он принимает участие в самом настоящем турнире. И в этом турнире его противник, граф Монтгомери, своим копьем попадает через королевское забрало шлема ему прямо в глаз. Страшная смерть. Но понимаете, в чем штука? Генрих II, он с детства был влюблен в фаворитку своего отца Диану Пуатье, которая была его старше на 20 лет. Когда Генрих чуть-чуть подрос, прям совсем чуть-чуть, и стал королем, Диана Пуатье, которая была старше его на 20 лет, становится его официальной фавориткой. А в это время он уже женат на Екатерине Медичи, на флорентийской принцессе. Екатерина Медичи, как бы,
в легком шоке от порядков при французском дворе. А Генрих II говорит, а что, у нас так нормально, и у папы тоже, как бы, и герцогиня де Тампа, и опять же вот Диана Пуатье, она тоже как бы, ну, привыкай, нормально. Вот. И несмотря на то, что Екатерина Медичи рожает ему кучу детей, а именно, да, опять же, Франциск, Карл, Генрих, потом Франсуа Анжуйский, который так и не станет королем, который станет, кстати говоря, женихом Елизаветы I английской, ну, брак не состоялся, и умер он достаточно молодым, вот, и несколько дочерей, как бы, и всех она переживет практически. И, короче говоря, когда Генрих погибает, у Екатерины Медичи, у нее двоякое отношение к событию. С одной стороны, она перестает быть официальной королевой Франции. Она становится вдовствующей королевой. Но раз она становится вдовствующей королевой, то она имеет право себе на место, в котором она может спокойно проводить свое время. Поэтому Филибер де Лорм, великий французский архитектор этой эпохи, строит ей вот этот вот самый теремок, который мы называем Тюильри, в котором она уединяется от своих детей, которые ее, мягко говоря, достали. Потому что, ну, семейка была, прям скажем, сложная во всех отношениях, как бы. И для этого достаточно даже не идти к историкам, достаточно почитать Дюма. Вот в этом смысле, как бы, Дюма можно изучать как историю Франции. И вот при Генрихе Наварском, который ее зять, хотя он уже к этому времени не женат, они в разводе с Маргаритой Валуа, потому что Генрих женится на, вы же помните, да, Марии Медичи. Вот Генрих IV строит вот эту вот большую галерею, которая здесь заканчивается павильоном Флоры. Вот он, мы с вами сегодня еще будем его видеть. Эта большая галерея интересна тем, что, во-первых, это проход от королевской резиденции в резиденцию тещи, ну, что очень удобно, в принципе, особенно когда у тещи ужин есть, а у тебя нет. И ты как бы спокойно сюда пришел. А во-вторых, король селит здесь художников, скульпторов, граверов, ювелиров. Вот эта большая галерея, она отдается тем, кто будет создавать величие той Франции, которую мы с вами сегодня знаем и любим. Ну и вот как это выглядит сейчас. Вот он, павильон Флоры. Вот это вот большая галерея, как она выглядит на сегодняшний день, чтобы вы понимали, почти 300 метров. То есть это много. В принципе, вот горизонталь Версальского дворца – это полкилометра. Это на несчастных 200 метров больше, чем вот эта вот большая галерея Лувра. А вот так она выглядит на сегодняшний день внутри. И здесь, как бы, здесь находятся, наверное, одни из самых основных, как бы, залов Лувра с прекрасной коллекцией итальянского искусства. И здесь есть что посмотреть, и здесь как бы толпятся, ну, абсолютно все, не говоря уже о том, что именно отсюда вход в тот зал, в котором висит тетя Лиза, куда, собственно говоря, идут прежде всего все. Потому что все туристы, которые стоят в очереди в Лувр, каждый из них так или иначе там один раз в минуту произносит слова «Мона Лиза». Ну, это тоже, как это выглядит на сегодняшний день, это один из проездов сквозь, как бы, вот нулевой этаж вот этой вот самой галереи. Вы же поняли, да? Мы с вами сейчас именно гуляем вокруг Лувра. А вот это то, как выглядит Тюильри в XIX веке. Это, конечно же, фотография, потому что дворца Тюильри сегодня нет. Вы сегодня его не увидите. И вот он, павильон Флоры, который мы с вами только что видели. Здесь, с другой стороны, павильон Марса, который построен уже при Людовике XIII, при сыне Генриха Наварского. А вот как выглядит вот эта горизонталь дворца Тюильри. И после Людовика XIII, а именно Людовик XIV, XV, XVI, вот они живут в Тюильри, они не живут в Лувре. Потому что при XIII Людовике, в принципе, окончательно завершилось формирование вот этого двора Каре, квадратного двора,
Но короли уже в Лувре в это время не живут. Они, вы будете смеяться, они отдают его художникам. Там живут художники, там живут скульпторы, там работают мастерские. Там периодически работают вот эти вот самые важные, как бы церемониальные залы, которые там есть, как зал Кариатид, который мы с вами уже видели. А все остальное это для работников творческого труда. Ну и я хочу, чтобы вы посмотрели на вот эту вот вещь. Это совершенно поразительная картинка. Это начало 19 века, это эпоха Карла X, как выглядит один из бальных залов Тюильри, то есть дворца, который на сегодняшний день не существует, где проводится женский банкет. Это такое вот 8 марта. Но это, конечно же, не 8 марта, это, скорее всего, какой-то праздник, который устраивает королева, поэтому здесь прежде всего дамы, здесь практически нету кавалеров, но, как видите, места им хватает для того, чтобы разгуляться, такой чудесный корпоративчик. Вот еще один взгляд на Тюильри, причем из сада Тюильри. Вот эта вот подковообразная лестница, это очень модно в французской архитектуре, такая же лестница есть в Фонтенбло. В замке Фонтенбло есть так называемый двор прощания. То место, в котором Наполеон прощался со своей гвардией, когда он уезжал в свое первое изгнание на остров Святой Елены. И так или иначе это место повторяет именно двор Фонтенбло. И на сегодняшний день сад Тюильри, он существует, но дворца, к сожалению, нету. Почему нету? В 1871 году в Париже случилась Парижская коммуна. И во время этого восстания дворец сгорел. Сгорел до такой степени сильно, что почти 20 лет французы как бы вели дискуссию на тему восстанавливать или не восстанавливать. Ну и в конце концов приняли решение не восстанавливать. И все, что находится между павильонами Марса и Флоры, вот это вот все сгорело, вот это все снесли. И этого сегодня нет. И последний, кто жил в этом дворце, это Наполеон III, император, его жена императрица Евгения Монтихо, которые, вот я вам говорил, да, они именно из окон этого дворца, они видели Лувр таким, каким мы с вами видим его сегодня. Потому что именно Наполеон III оформил окончательно Лувр в том виде, в котором он существует на сегодняшний день. Это карта Парижа, причем это часть карты Парижа, которая сделана в середине 18 века, где все здания абсолютно, они вот так вот очень детально прорисованы. И я вам хочу сказать, что с тех пор впервые в Харькове Макс Розенфельд делает примерно то же самое. И скоро выходит очередная его книжка, где все уникальные харьковские здания прорисованы именно вот так. И даже лучше, потому что у него блестящее художественное образование, а не так, как у гравера, который это рисовал. И вот он, квадратный двор Лувра. Видите? А вы видите, что здесь крыши недоделанные? Их здесь нет. Потому что это все время меняется, потому что приходит следующая эпоха. Вообще Франция удивительна тем, что во Франции есть стиль Франциск I, стиль Генрих II, стиль Генрих III, Генрих IV, Людовик XIII, Людовик XIV. Это все отдельные стили. И каждый король, приходя на престол, в какой-то момент он говорил: а мне не нравятся эти крыши, давайте переделаем, сейчас так не носят. Сейчас носят другие крыши. Мы должны абсолютно все изменить. И вот, собственно говоря, как бы это время, когда вот эти вот крыши меняют, и мы с вами здесь же видим вот эту Гранд-галерею, вот она, о которой мы уже здесь говорили, а вот он дворец Тюильри, а вот он павильон Флоры, а вот он павильон Марса. А теперь посмотрите вот на что. Это очень интересно. Вы видите, что все вот это пространство, которое мы сегодня с вами знаем как двор Наполеона, куда мы приходим, где вот эта вот стеклянная пирамида, где столько места, где ездят на самокатах, где как бы вот тут вот проложена дорога, здесь мост вообще. Как бы ничего вот этого нету.
вот этой застройки. То есть там реально жили люди. Мало того, у вас замок большой, достаточно большой. У вашего замка достаточно большой квадратный двор. И в этом квадратном дворе какие-то охламоны построили себе жилье. И там живут. То есть вы, как бы французская королева, вы выходите к французскому окну. Что такое французское окно? Это окно от пола до потолка. Вы выходите в пеньюаре, а там люди с биноклем, которые наблюдают, в чем вы вышли к окну. То есть это катастрофа. И они там живут, эти люди. То есть там реально домик как бы. И это продолжается достаточно долго, я вам хочу сказать. И в принципе вот при Наполеоне, а это начало 19 века, это все еще выглядит вот, ну, вот примерно так. Мы еще с вами будем все это видеть. А теперь смотрите, вот Лувр Филиппа Августа, замок, 4-я часть квадратного двора. Увидели? Один из, наверное, самых важных и главных залов Лувра – это зал Каре или квадратный зал, хотя он на самом деле вообще ни разу не квадратный, он именно прямоугольный. Он начинается с малой так называемой галереи, с него начинается большая галерея. Вот она, это анфилада, которая вот туда вот пошла на запад, к павильону Флоры. Дело в том, что этот вообще зал интересен тем, что, во-первых, здесь, именно здесь, долго висела Мона Лиза. Она была тут. Не говоря уже о том, что в салоне Каре, именно тут, в 1725 году начинают чуть ли не ежегодно проводиться так называемый Парижский салон, когда французские художники, самые модные художники, имеют возможность выставить здесь свои работы. И свет приходит на них смотреть и их напокупать. Естественно, что потом быстро возникает жюри, которое решает, кому можно, кому нельзя, потому что все хотят. Начинается коррупция, ну все как положено. Все как должно быть. Сегодня здесь итальянское искусство эпоха Триченто и Кватраченто. А вот так вот это выглядит в 19 веке. То есть это реальный как бы картинный зал, потому что вот видите, здесь места живого нету, здесь все увешано картинами. Тоже. Вот как выглядит парижский салон 19 века. Причем, смотрите, знакомые все лица, да, вот это у нас вот кардинал Ришелье висит, это у нас Жорж де Латур, здесь у нас Рафаэль, это у нас Рубенс, ну, Рубенса в Лувре, конечно, дофига. А вот это вот опять же начало так называемой Гранд-галереи. А это галерея Аполлона. Тоже один из самых древних, скажем так, залов в Лувре. Он оформился окончательно при Людовике XIII, Людовике XIV. И здесь роспись плафонов потолка, это Шарль Лебрен. А выставлены здесь драгоценности короны. Здесь выставлено все то, что имело отношение к коронациям французских королей. И вот одна из витрин, вот видите корону вот тут, в этом месте? Это корона Людовика XV. Понимаете, в чем штука? В отличие от большинства других государств, в Вене, например, вам могут показать коронационную корону императоров Священной Римской империи, которые все были коронованы этой короной. В Англии это корона святого Эдуарда, которой коронуются абсолютно все короли. Чарльз III не исключение, он был коронован тоже этой короной. Во Франции была другая традиция. Для каждого короля ювелиры изготавливали уникальную только для него корону. В результате к французской буржуазной революции, то есть к 1790 году, условно говоря, в аббатстве Сен-Дени, где хранились королевские регалии, собралось там порядка 12 корон различных французских королей. Но пришли революционеры, как бы выдрали оттуда камни пошли в одно место, золото в другое, как бы все это пошло в дело, конечно же, потому что, опять же, деньги были нужны, но чудом уцелела именно корона Людовика XV, вот она.
И уцелели еще целый ряд как бы, драгоценностей, которые имеют, безусловно, огромное историческое значение, но они все уже, ну, частично. Вот все, что вы видите здесь, да, вот это ожерелье императрицы Марии Луизы, вот это, которое мы еще будем сейчас рассматривать, эти диадемы, как бы, они были сделаны позже, а я вам хочу показать, ну, это нельзя не показать. Это регент. Это один из самых больших бриллиантов в мире, который попал во Францию при регенте Франции Филиппе II Орлеанском, который правил Францией при малолетстве Людовика XV. Это примерно с 1715 по 1725 год, десятилетие. И вот при Филиппе Орлеанском попадает этот алмаз во Францию и получает имя регента, потому что, ну, регент Филипп его обожал. По всей видимости, именно поэтому. Это украшение королевы Марии Амалии, это жена Филиппа II, Луи Филиппа I Орлеанского. Это один из последних французских королей, как бы его жена владела вот этой вот парюрой. В моде были бриллианты и сапфиры, что, собственно говоря, вы здесь и видите. А это жуайос. Это коронационный меч. Принято считать, что он принадлежал Карлу Великому. Карл Великий, как вы помните, франкский король, император франков, который в 800 году, ровно в Рождество, был коронован в Риме папой Львом III, и принято считать, что этот меч принадлежал ему. Нет вообще ни разу ни секунды. Никакого отношения этот меч не имел к Карлу Великому, но в X веке французскими королями становятся робертины, которых мы с вами знаем как капетингов. Они же потом Вало, они же потом Бурбоны. И первому королю франков из этой династии нужна была легенда преемственности от предыдущих королей. Поэтому ему быстренько выковали в X веке вот этот меч, обозвали его жуайозом, сказали, это меч Карла Великого. С тех пор он принимает участие абсолютно во всех коронациях французских королей, потому что, ну, во Франции, не только во Франции, вообще в Западной Европе принято, чтобы у благородного меча благородного человека всегда было имя. Поэтому мы с вами знаем Дюрандаль, меч Роланда, мы с вами знаем, как звали меч короля Артура. Как его звали? Эскалибур, да. То есть у мечей всегда есть имена, а это жуайос. И этот жуайос действительно с X века работает как проклятый на каждой коронации в Реймсе. И именно этот меч мы с вами видим на портрете Людовика XIV, короля Солнца, работы Иосента Риго. Вот он висит на боку короля, прячется под его горностаевой мантией. И, кстати, обратите внимание на обувь. Я всегда об этом говорю. Человек был не очень высокого роста, и для него очень важно все-таки было возвышаться над всеми остальными. Когда приехали послы персидского Надир-шаха, и он увидел их обувь, он подумал, то, что надо. Потому что у персов были вот такие вот красные каблуки на сапогах, и с тех пор у короля высокие красные каблуки, и только он имеет право носить 7 сантиметров, все остальные носят ниже. А это уже те части Лувра, которые возникают именно при Людовике XIV, которого мы с вами только что видели, который в Лувре практически не живет. Потому что после смерти его отца Людовика XIII, а ему, как наследнику, кардинал Ришелье завещал дворец Пале-Рояль, который находится вот здесь вот рядышком с Лувром, вот с другой стороны, там за улицей Ривали, завещают этот дворец, король живет там. Потому что, дворец компактнее, там удобнее, там проще его охранять. Потому что во Франции так называемая фронда. Во Франции такая легенькая гражданская война, одни аристократы выясняют отношения с другими аристократами. Это не та гражданская война, которую мы с вами знаем. Это война между благородными людьми, как в Англии в это время, которая заканчивается благородным отсечением благородной головы благородному английскому королю. Во Франции все
прошло в варианте light. Король остался жив, но король в это время живет, я же повторяю, как бы в Пале-Рояле, потому что Лувр очень сложен для него. Но при этом Людовик XIV Лувр любит всю свою жизнь и пытается его как максимально облагородить, как только может. Поэтому над Лувром в эту эпоху работает Клод Перро, который является, моя что ласточка, который не кто-нибудь, а он родной брат, как вы думаете, кого? Шарля Перро, конечно же, великий архитектор, брат великого сказочника. Именно он оформляет все внешние фасады квадратного двора Лувра. А вот это, кстати говоря, вот он, это мост искусств, который тянется к Институту Франции, он же Французская академия. А вот это тот самый восточный фасад Лувра, который возникает один из последних, который Клод Перро строит по рисункам Луи Лево, тоже одного из архитекторов этого периода эпохи Людовика XIV. И именно вот этот фасад является парадным фасадом Лувра. И если к французскому королю приезжают какие-то серьезные люди из Организации Объединенных Наций, из НАТО, еще откуда-то, они заходят отсюда, а не оттуда, откуда мы с вами заходим. Мы с вами заходим через стеклянную пирамиду Пея, то есть практически такой, знаете, вход для туристов. Как бы. А серьезные люди, они попадают сюда, потому что вот здесь грандиозный совершенно барельеф, здесь квадрига Аполлона, Аполлон, как положено, с лавровым венком, типа венчает всякого, кто сюда заходит, ну и так далее. И вообще вот этот фасад, он стал образцом практически для всей архитектуры последующего времени, хотя на самом деле, на мой взгляд, совершенно проходная вещь, потому что здесь мы с вами имеем дело с классическим палладианством, которое в это время уже состоялось в Италии, в Веченце, Вилла Ротонда, Великий Андреа Палладио. Вот там это действительно гениально. А здесь это сухо, скучно, как штаны пожарника. Поэтому никого здесь нет, кроме, собственно, французов. Все остальные нормальные люди, они находятся с другой стороны Лувра. Ну, опять же, вот еще раз показываю вам этот вход через вот эту вот восточную колоннаду Лувра. Вот здесь мы проходим сначала Кюр-Каре, вот квадратный двор. Через квадратный двор мы попадаем во двор Наполеона, где, собственно говоря, находится пирамида, которую мы с вами сегодня уже обсуждали. Ну и вот во дворе Наполеона, вот в этом месте, куда приходят абсолютно все туристы, первое, что они видят, конечно, видят вот эту вот вещь. И абсолютно все говорят о том, что, ну вот познакомьтесь, это Джан Лоренцо Бернини, конная статуя Людовика XIV, ну и не все так просто на самом деле. Великий Бернини, который является во многом, скажем так, архитектором интерьера Сан-Пьетро-ди-Рома, то есть главной кафедры римского папы в Риме, архитектор, который построил вот эту уникальную колоннаду перед собором Святого Петра, который вообще как бы для Рима сделал очень много. Кто-то из римских пап сказал, что без Бернини Рим был бы голым. То есть это, наверное, правда. Вот Бернини был выписан французами для того, чтобы разработать вот ту самую восточную колоннаду Лувра, которую в результате как бы создал Клод Перро, но проект, который предложил Бернини, Людовику XIV не понравился. Почему-то. Незадолго до этого, кстати, Бернини изваял бюст кардинала Ришелье, и когда бюст переехал во Францию, кардинал на него посмотрел и сказал: ну, вы как хотите, мне не нравится. А потом так получилось, что вот в результате Бернини все-таки приезжает во Францию, и Бернини с натуры лепит Людовика XIV, его бюст, который, как ни странно, король говорит: ой, мне нравится. В результате он его вырезал потом из мрамора. Действительно, красивая вещь. Он сделал несколько копий. Одна сейчас в Лувре, другая в Версале, третья в Шантии, если я не ошибаюсь. Вот. А уже уезжая из Франции, Людовик XIV сказал Бернини: а у них, вы знаете, у них не сложились отношения почему-то. Потому что Бернини со стороны молодого французского короля не увидел
вы лайкаете, но как-то без уважения. Вот что-то вот такое вот. То есть вот как бы вы хвалите, но как бы я не вижу в этом преклонения. Вы же понимаете, у меня тут римские папы как бы в очереди стоят, как бы, а вы тут там... А Людовик, Луи XIV, да, со своей стороны, как бы понимая, что он монарх номер один в Европе в это время, как бы он вообще не понимает, почему Бернини ограничивается там просто одним легким поклоном, а не глубоким реверансом, как абсолютно делают все нормальные люди. Вот. И что-то у них не сложилось, короче. И уже уезжая, как бы Луи сказал, что Бернини, послушайте, не будете ли вы так любезны, что вряд ли, конечно, учитывая сложность наших отношений, но все-таки, когда-нибудь, когда у вас будет время, изваять мою конную статую, просто так, чтобы как бы, чтобы я сразу влюбился, глядя на это. Да, конечно, сказал Бернини, сир, конечно, если у меня будет возможность, время, желание и натхнение, то я это все сделаю. Вот, и каким-то чудом Бернини уже под конец своей жизни, глубоким стариком, он все-таки вырезает эту статую. Вот юного короля на скачущей лошади, в доспехах древнеримского полководца с развивающимися локонами. И Луи XIV в юности он таким и был. Вообще он, кстати, очень любил танцевать. И великий Жан-Батист Люли пишет для него свои балеты, в которых он принимает участие. И если вы только хоть чуть-чуть слышали галантные Индии, и вот эту пьесу, которая называется «Передача трубки мира», и то, как сейчас, в наше с вами время, это делает в Париже театр Бастилии, это какая-то фантастика на эту музыку. Короче, вот на эту музыку танцевал Людовик XIV. И вот он был именно такой. Но время же проходит. Прошла эпоха Луизы Лавальер. Прошла эпоха мадам де Монтеспан. Приходит мадам де Ментенон со всеми своими вот этими вот заморочками по поводу того, что надо верить, надо ходить на исповедь, надо вести праведный образ жизни. Сир, вы грешили всю жизнь, поэтому идите покайтесь. А вот это вот у вас как бы новый духовник, король, пожилой Людовик, он реально становится как бы вот таким вот как бы мракобесом, для которого, когда вдруг он получает вот эту статую, где он полуобнаженный, он говорит: вы что? Да ни в коем случае. Я сейчас вообще не такой. Под молоток. И эту статую спасает Жирардон, который говорит: сир, это вот вообще забудьте, это не вы. Я из вас сделаю, знаете кого? Я сделаю Марка Курция. А Марк Курций, он у нас интересен тем, что он в Риме, там была ситуация еще как бы в ранний республиканский период, когда на форуме вдруг ни с того ни с сего, причем для людей, которые были на форуме, вообще совершенно непонятно, как это могло случиться. Сколько там того форума, да? Там разверзлась земля, образовалось болото, где абсолютно все тонуло, это болото невозможно было осушить. И что же делать? И Сивилла сказала, что если благороднейший из римлян принесет себя в жертву в это болото, то болото затянется, и в этом месте опять будет хорошая ровная площадочка, которую можно замостить, как бы, и по ней можно замечательно ходить абсолютно всем римлянам, а потом и туристам. И Марк Курций, который считает себя лучшим среди римлян, он на лошади бросается в это болото, болото над ним смыкается и тут же затягивается, и тут же каким-то чудом оно замостилось там камнем, видимо, пришла какая-то бригада, которая быстро это сделала, и чудесно все существует, как бы римский форум до сегодняшних дней, и мы с вами там сегодня гуляем, никакого болота там не видим. И случилось это все благодаря Марку Курцию. Нормально, говорит Луи XIV, делай. И Жирардон немножко как бы переделывает эту статую. Но это еще не все. То, что вы видите, это отнюдь не работа Жирардона-Бернини. Это как сюита Кармен, да, Бизе-Щедрин. Это вообще копия. Французы, как и итальянцы, люди нормальные. Они оригинал затянули в Версале под крышу. А здесь
в дворе Наполеона Лувра, они здесь поставили копию. И эта копия здесь стоит, и с ней замечательно все фотографируются. Точно так же, как все фотографируются с константинопольскими конями Лисипа, которые стоят на соборе Сан-Марко в Венеции, не зная, что оригинал стоит внутри на втором этаже. Надо заплатить 3 евро, чтобы туда сходить, на них посмотреть. А Давид, который стоит в Академии, да, то есть, все правильно. А я вам хочу показать вот это вот. Понимаете, это очень интересно. Я так рад, что я нашел эту картинку. Это 1820 год. То есть уже отрубила французская буржуазная революция, уже прошел Наполеон, уже случилась реставрация, уже опять бурбоны. И вот как выглядит Лувр в этот период. Смотрите, вот это вот прям на меня... Это большая галерея. То есть вот где я стою, вот здесь, находится павильон Флоры. Вот это вот кусочек, вы видите, дворца Тюильри, который тоже вот сюда тянется на меня, там как бы павильон Марса. Вон он, Лувр. Вот это вот павильон часов, который построил Жан-Ли Мерсье при Людовике XIII, там за ним квадратный двор, а вот это все городская застройка, это все олигархи, которые тут все понастроили как бы под носом у короля, и никому они тут, собственно говоря, не мешают, ничего ведь этого сейчас нету. А при Наполеоне I, кстати, построено вот это крыло. Здесь находились министерства, и потом это крыло продолжится аж до самого Лувра. Здесь будет крыло Ришелье, и здесь Министерство финансов находилось вплоть до Франсуа Миттерана. Франсуа Миттеран их отсюда выселил. В этом смысле, конечно, совершенно потрясающая картинка. Вот эта вот маленькая арочка, она действительно маленькая арочка. То есть, да, когда ты видел арку на площади Шарля де Голля, и ты приходишь вот к этой арке Наполеона, и ты понимаешь, что это такие маленькие ворота. Такие миниатюрные, миленькие, маленькие, но они именно действительно они маленькие. И вот в том, что мы с вами сегодня называем как двор Наполеона, то есть примерно здесь стоит конная статуя Луи XIV, которую мы только что видели, вот так это все выглядит в XIX веке. Понимаете? При Наполеоне III оформляются крылья Лувра, когда внутри получаются вот эти вот дворы. Эти дворы, вот они сверху закрываются вот такой вот стеклянной крышей, потому что, очень удобно. Проникает солнечный свет. Это двор Марли, так называемый. И здесь выставлена древнеримская скульптура и потуги французов и итальянцев под древнеримскую скульптуру. Это тоже выставлено здесь. Гуляя здесь, я набрел на статую римского императора Марка Аврелия, которого я когда увидел в лицо, а это просто Дима Кутовой. То есть я его просто сфотографировал, и мы ему сделали отдельно как бы его портрет, потому что это вообще это одно лицо просто. Как писал великий Булгаков, как причудливо тасуется колода. Тоже вот один из дворов, который был оформлен уже при Наполеоне III, когда начинается вот этот вот период Бозара, то есть вот такого вот роскошного постбарочного искусства. И вот эта лестница подковой, которая в невероятной совершенно моде при Наполеоне III. Почему? Потому что, опять же, вот именно так выглядит лестница во дворце Фонтенбло. Фонтенбло – это двор прощания, Наполеон I, Наполеон III – это все Бонапарты. Лувр, с которым мы с вами имеем дело на сегодняшний день, это Капетинги, они же Валуа, они же Бурбоны и Бонапарты. А Бонапартов у нас всего 2 – Наполеон I да Наполеон III. Больше у нас с вами Бонапартов нету, и я вам хочу показать апартаменты в Лувре. Это жилые помещения, которые были сделаны в Лувре при Наполеоне III. Но Наполеон III здесь не живет, здесь живут его министры. Он селит здесь министра внутренних дел, он селит здесь министра финансов, он селит здесь военного министра. То есть всех тех, кто нужен ему постоянно, потому что, как вы понимаете, мобильной связи нет. Вот этого вот «Леночка, зайдите ко мне» тоже нету.
Поэтому максимум, что ты можешь, это вот в соседнее помещение послать быстренько Герольда, лакея там, или кого-то еще, который быстренько скажет: министр, быстренько, к императору. И министр быстренько прибежал. То есть очень удобно. Апартаменты кошмарные. То есть когда ты там ходишь, ты понимаешь, что люди жили в опере. То есть ты попадаешь в декорации. То есть там с ума можно сойти. Это страшно. То есть вот эта вот люстра, которая над тобой нависает, то есть эти пальмы. Ну вот тоже, да, как бы гостиная. Нет, я понимаю, что все, кто зашел в этот салон, как бы они все удобно сядут, так или иначе. Но вот это вот все, ну как бы, ну не знаю. Ну это один из прекраснейших потолков, я считаю, там же в Лувре, который создан при Наполеоне III, причем вот то, о чем я говорю, да, вот ленинский план монументальной пропаганды, то есть везде серп и молот, как бы, везде звезды, везде женщины как бы с веслами, с серпами, с пшеницей и так далее. У Наполеона III это орлы, вот они, абсолютно везде монограмма, буква «Н», и буква И, то есть, ну, Евгения Монтихо, его жена. Вот здесь вот, ну, не очень вижу, что здесь, но дело в том, что вот тут вот по росписям здесь все Бонапарты. Здесь все Наполеон I, как бы Наполеон III. Потому что, ну, естественно, Наполеон III, он считал, что, как бы, ну, теперь, как бы, это все принадлежит ему, его династии. Конечно же, он не предполагал, что случится франко-прусская война, потом Парижская коммуна, и все это кончится. Вообще, вы знаете, надо сказать, что его главный противник на политической арене Отто фон Бисмарк, прусский канцлер, потом канцлер Германской империи, он вообще про Наполеона сказал совершенно парадоксальную вещь. Он сказал, что Наполеон III – это самая незаслуженно недооцененная посредственность. Но понимаете, в чем штука? Как бы то ни было, как бы ни рассматривал Наполеона III Бисмарк, но Париж, который мы сегодня знаем и любим, он возник при Наполеоне III. Вот эти вот большие бульвары, они возникают при Наполеоне III, спасибо, Танечка, да, который как бы занимался этим барон Осман. Лувр, который мы с вами сегодня знаем, он появляется при Наполеоне III. Все вот это убранство, все эти статуи, весь этот базаровский стиль, он возникает при Наполеоне III, потому что Наполеон III, подходя к окну дворца Тюильри, в котором он живет, а раскрывая шторы, он видит именно этот Лувр, который мы с вами видим сегодня. С той лишь разницей, что мы не видим дворец Тюильри. Дворец Тюильри сгорел. Наполеон III – последний хозяин Лувра, который видит его таким, каким его видим мы. Все остальные до него такого Лувра не видели. И вот он, Лувр Наполеона III. Вот он, квадратный двор, вот там. Вот это вот крыло Ришелье, крыло Денон. Вот в этом месте, где вы видите вот эти кошмарные клумбы, сейчас находится пирамида Пея, и это двор Наполеона, и здесь в этом месте находится вот эта вот статуя Бернини Жерардона, копия Луи XIV. Это у нас арочка Наполеона I, ну, арочка, воротики небольшие, а вот это, собственно говоря, Тюильри. Вот он павильон Флоры, вот он павильон Марса, вот крыло, построенное при Наполеоне I, вот крыло, построенное при Генрихе Наварском. Познакомьтесь, это Сена. Вот он мост искусств, вот он Пон-Нёв, который идет на остров Сите, с острова Сите вот сюда, вот на набережную Святого Михаила. Причем, что самое забавное, да, это сегодня самый старый мост в Париже, хотя Пон-Нёв с французского это новый мост. Когда он был построен при Генрихе Наварском, это был новый мост. Кстати, в этом месте, вот здесь, площадь Дофина и сад вздохов. Здесь находится статуя Генриха Наварского, интересная и знаменитая тем, что именно вот на ней сидел пьяный, Д'Артаньян, во второй книге о мушкетерах. Вот это вот сад Тюильри, и вот этого дворца на сегодняшний день, к сожалению, у нас нету.
Ну и надо же сказать вот о чем. Вот смотрите, а сейчас мы с вами смотрим на Лувр сверху. И вот обратите внимание вот на что. Видите линию, как бы ось, которая вот проходит вот сюда, вот до Конкордии, площадь Согласия. Она находится здесь, а вот здесь начинается что? Правильно, здесь начинается Шанс-Элизе, Елисейские поля. И вот это так называемая историческая ось Парижа, которая преломляется только в одном месте. Вот обратите внимание, вот здесь на площади Карусель она преломляется буквально на 6 градусов. А так бы она была вообще идеально ровненькая. И она проходит через, вот это та самая маленькая арочка Наполеончика, которая именно маленькая, на мой взгляд. Потому что вот видите вот этот обелиск египетский, который был поставлен здесь при Луи Филиппе I, это на площади Согласия, на том самом месте, где стояла гильотина, где сложили свою голову все. Д'Антон, Людовик XVI, Мария Антуанетта, потом Робеспьер и все остальные. А дальше у нас долго, как бы, Елисейские поля, они именно долго. И обратите внимание, гигантская арка на площади Шарля де Голля. Она раньше была площадь Этуаль, площадь звезды. И вот я вам хочу показать Елисейские поля, то, как это выглядит. Вот с этой стороны находится Елисейский дворец, резиденция французского президента сейчас. Вот это вот, вы видите, навершие вот этого самого египетского обелиска. То есть это снято примерно вот отсюда. Я снимал Елисейские поля, стоя вот здесь, вот в самом центре как бы движения, как бы все ехали, все на меня орали, а мне было все равно. Я понимал, что я должен это снять. Я отсюда снимал. А вон она, вот эта арочка, и мы с вами к ней идем через Елисейские поля. Она, конечно, прекрасна. Она прекрасна, во-первых, прежде всего тем, что она громадная. А как бы, ну, все громадное, конечно, производит неизгладимое впечатление. Дело в том, что если бы великий Дэмиан Хёрст некоторые свои современные работы, которые мы хорошо знаем, как, например, его 8 миллиардов мух, спрессованных в смоле, не сделал размером там 10 на 15, это вообще не произвело бы никакого впечатления. А когда это именно такая громадина, это, конечно, очень красиво. Здесь внизу находится могила неизвестного солдата, и здесь огромный французский флаг, который трепещет на ветру. Это невероятно красиво. Туда наверх можно подняться. Я панически боюсь высоты, поэтому я туда не поднимался. Но я точно знаю, что оттуда очень красиво. И она совершенно гигантская, потому что вот вы видите внизу людей. Ну вот да, они вот такие вот совершенно микроскопические. Но это еще не самая гигантская арка в Париже, потому что вот от нее совершенно прямая линия приводит в квартал Дефанс. И здесь Арк Дефанс, которая вот она здесь стоит, которая построена уже при Франсуа Миттеране. Вот на ней заканчивается вот эта вот историческая ось Парижа, которая длится почти 10 километров. И вы будете смеяться, но вот в ее проеме, вот в этом месте, можно поставить совершенно спокойно собор Парижской Богоматери. Он чудесно там помещается. Да, ну и вот это вот, она же внутри, вот Арк Дефанс, почему я вам ее показываю, чтобы вы понимали, что это не просто арочку с дуру построили, это здание. Это реальное офисное здание с кучей контор. То есть это не просто как бы украшение, да, потому что, ну, как бы красиво. Оно работает. Там лифты, как бы там люди, там, ну, все чудесно в этом смысле. Не говоря уже о том, что, ну, это просто арт-объект, но в этом арт-объекте живут, работают реальные люди. Ну и это я вам хочу просто показать, как из арки Дефанс, вот из этого огромного как бы небоскреба, как выглядит эта перспектива на Лувр. Лувр вы, конечно, здесь не видите, но вы видите вот эту вот арку огромную на площади Этуаль, она же площадь Шарля де Голля. И да, здесь есть небоскребы. Ну и теперь, да, идем на следующую картинку. Это Лувр в золоте заходящего солнца. Потому что здесь хорошо видно вот этот вот
павильон Ле Мерсье или павильон часов, один из самых прекрасных в Лувре. Вот он, проход арочный, который мы с вами видели в самом начале, когда пытались пройти во двор Каре. Здесь же пирамида, здесь же Луи XIV, которого исправил Жерардон и который является копией, как вы теперь знаете. И мы с вами наконец-то идем в Лувр, и мы с вами заходим в него через крыло Динон, мы с вами заходим на эскалье Дарю, так называемая лестница Дарю. Лестница названа в честь генерала Дарю, это наполеоновский генерал, который был блестящим военным, прекрасным ученым, неплохим журналистом и писателем. Ну и вот при Наполеоне III эта лестница получила название в честь него. Почему я с нее начинаю? Потому что это один из самых зрелищных планов Лувра, и в принципе, конечно, приятнее начинать именно отсюда. Если вы попадаете в Лувр, извините, в Париж, и вам кто-либо, какой-то гид украинскоязычный, русскоязычный, там, англоязычный, неважно какой, там, или какое-то агентство вам предлагает 2-, 3-, 4-, 5-часовую экскурсию в Лувр, имейте в виду, что это развод. Это значит, что вы в сумасшедшем темпе, практически бегом, пробежите все те 850 картин, которые мы с вами сейчас будем смотреть. То есть это, конечно, катастрофа. Это вообще никакого удовольствия. Поэтому на самом деле лучше всего идите туда сами. Без всяких гидов, без всяких там экскурсий через гидов или агентства. У вас для этого есть что? У вас для этого всегда есть наш YouTube-канал. Вы всегда можете вернуться к этим лекциям, все послушать, после этого спокойно идти в Лувр, понимая, что все, что вы будете видеть, каждый раз вы будете подходить там к Пуссену и говорить: «О, Николя, мы же с тобой знакомы, как бы. Ты для нас совершенно как бы понятный чувак». Как, впрочем, и вот эта безголовая барышня, которая вот там стоит. Давайте подойдем к ней ближе. Мы с вами сегодня идем по самым известным арт-объектам, которые находятся в Лувре. И начать я хочу именно с Ники Самофракийской. Это не высокая классика, так называемая, античная. Мы с вами имели дело с нею в Британском музее в самом начале этого года, с V веком. Это уже IV век и даже начало III века. А некоторые утверждают, что это вообще II век. То есть это расцвет эллинизма. Эллинизм в древнегреческом искусстве, это, знаете, как маньеризм XVI века, примерно так. Но посмотрите, как блестяще сделана эта вещь, особенно вот эти вот складки под порывом ветра. Вы же понимаете, что это крылатая девушка, это Ника, это богиня Победы, которая была найдена на острове Самофракия или Самотракия, можно и так, и так. Это, знаете, как Афины и Атены. И ее, в прямом смысле этого слова, собирали по кусочкам, особенно вот ее крылья. Ее чаще всего, кстати, фотографируют именно с этой стороны, вот с этого ее левого крыла, потому что правое у нее из гипса. Это вообще новодел, то есть правое крыло собрать не смогли. Там есть вкрапление как бы родных крыльев, но пришлось его делать практически заново и практически придумывать, как оно могло выглядеть. Но потеряны руки, потеряна голова. Причем кто-то из искусствоведов хорошо сказал, что она от этого вообще не пострадала, как бы это на самом деле совершенно не мешает. И это, наверное, правда, потому что здесь чувствуется школа великого Скопоса, потому что, такая невероятная экспрессия даже в античном искусстве, это очень большая редкость. И вот взгляд на нее, когда ты поднимаешься по этой лестнице, она стоит над тобой, вот это вот, то есть, это зрелище, конечно, невероятное совершенно. Это абсолютно хрестоматийная вещь, знакомая, наверное, абсолютно всем, кто так или иначе помнит учебничек древнего мира там, для 5 класса, где обязательно есть этот писец. Что в нем удивительно и поразительно? Конечно, его надо смотреть, к нему надо подходить в реальности, вживую. Поэтому, если кто-то прямо сейчас в Париже имеет возможность сходить в Лувр, то обязательно идите в древнеегипетский отдел, потому что к этому парню просто надо подойти и посмотреть ему в глаза. Они сделаны из хрусталя, там есть зрачки, которые сделаны из полудрагоценных камней. Вы знаете, вот он, когда ты к нему подходишь, вот я помню свое первое впечатление, то есть о чем мне подумалось, да? Она читала, я внимал, то с восхищением, то с тоскою, нет, смысла я не понимал, но впечатление колдовское. Эпиграмма Иванова на Беллу Ахмадуллину. Вот он до такой степени внимательно смотрит, что ты ему сейчас скажешь, чтобы это записать, это что-то совершенно невероятное. То есть это именно психологический портрет вот человека, который абсолютно сосредоточен. Вот знаете, такое впечатление, что японский дзен нашел свой вариант в древнеегипетском искусстве.
Это поразительная вещь, я очень ее люблю, потому что она вырывается из всего контекста древнеегипетской культуры. Сразу говорю, мы с вами сегодня будем идти немножко в хронологическом порядке. То есть мы начинаем с глубокой древности и идем к второй половине 19 века. Поэтому у нас долгий путь. Писца, которого мы с вами только что видели, это 25 век до нашей эры, то есть это 4500 лет назад. Эта статуя была изваяна, это примерно 30-я Менефоновская династия, то есть он современник пирамиды Микерина, как минимум. Эта вещь более поздняя, ну как более поздняя, это 14 век до нашей эры, то есть это примерно 34-35 веков назад. Эту парочку зовут Аменхотеп IV и его жена Нефертити. Вы знаете, все древнеегипетское искусство, оно подчинено совершенно конкретному канону, по которому мы всегда безошибочно определяем, что это древнеегипетское искусство, потому что если этот человек идет, то он идет вот так вот плечи и ручки, и вот так вот голова. И мы четко понимаем, что речь идет о египетском искусстве. И именно вот в период, когда жили эти двое, ну, правда, это началось чуть раньше, еще при отце Аменхотепа IV, Аменхотепе III, когда вдруг проявляются какие-то такие вот моменты, связанные с каким-то декадансом египетского искусства, когда вдруг ни с того ни с сего люди становятся человечными. То есть они человечными изображаются в скульптуре, они человечными изображаются в фресках. Египетского фараона было принято изображать обязательно с портретным сходством. Лицо должно было быть только его. А вот фигура, это обязательно вот такие плечи, это вот такая талия, узкие бедра, сильные ноги, сильные руки. То есть это всегда атлет в любом случае. И только вот отец этого парня, Аменхотеп III, впервые был изображен маленьким, с кругленьким животиком, то есть таким, каким он есть, вот буквально вот такая статуэточка. То есть до этой статуэтки это impossible для египетского искусства. И то же самое, вот эта парочка, вот эта статуэточка, вот они вот так вот держатся за руки, ну как бы это большая редкость. Обычно царицу изображают, она поддерживает своего мужа, он всегда вот такой. А она его поддерживает за животик и за талию. А здесь они именно нежно держатся за руки. И здесь вот этот вот интимный момент, художник не стесняется его передавать. Скорее всего, это уже мастерская Тутмоса, скорее всего, это уже амарнский период. И парень у нас уже фараон. А когда он становится фараоном, он меняет свое имя на Эхнатон. Это тот самый Эхнатон, который знаменитый фараон-отступник, о котором написано и сказано очень много чего. Это так называемая стела Хаммурапи, базальтовая плита, которая примерно 19 век до нашей эры, то есть 40 веков смотрит на нас с высоты этой плиты, как сказал бы Бонапарт. Там на самом верху сидит бог Шамаш, один из главных богов Вавилонского пантеона, который Хаммурапи протягивает кольцо и жезл. Жезл как символ власти, а кольцо как символ совершенства. А что было совершенством? А совершенством были вот все те законы, которые здесь перечислены. Ну, я вам хочу сказать, что если бы они сегодня в Украине исполнялись, у нас бы не было коррупции. Потому что там все очень четко, просто бери да исполняй, и все, и никаких вообще проблем. Штука практически в человеческий рост, даже чуть-чуть выше, там больше, чуть-чуть больше, скажем так, 2 метров. Невероятно красивый камень. И вы знаете, от нее исходят какие-то такие интересные вибрации. Я считаю, что всех судей надо подводить к этой вещи, и переводить им текст, который там написан. Ну и, наконец, мы с вами опять в Древней Элладе, мы сделали вот такой вот круг. И мы с вами подошли к так называемой Диане Версальской. Артемида и Диана это одно и то же. Артемида у греков, Диана у римлян. Богиня Луны, богиня охоты, богиня-девственница, богиня, которая вела совершенно целомудренный образ жизни, в отличие от своей сестры Афродиты. Ее еще эту вещь называют Артемидой с ланью или с оленем. Дело в том, что это не совсем правильно, потому что оленя на самом деле приделали в 17 веке. Это было желание Людовика XIV, приделали оленя, очень мило, Оленя, раньше оленя не было. Эту статую приписывают не кому-нибудь, а самому Леохару. Леохара вы прекрасно все знаете, потому что все знают
знаменитую статую Аполлона Бельведерского, где у него вот локоны завязаны в узел на голове, вот так вот рука, в которой раньше был лук, из одежды на нем только плащ, как бы больше ничего. Он стоит сейчас в Бельведере в Ватикане, и есть подозрение, есть такая теория, что эта работа тоже принадлежит Рissу Леохара, потому что, ну, как бы была проведена определенная искусствоведческая экспертиза, ну, и провинанс, как бы, и атрибуция говорили о том, что, скорее всего, таки да, это Леохар. Единственное, что Леохар это все отливал из бронзы. А то, с чем мы с вами имеем дело, это древнеримская копия с оригинала Леохара, который, ну, к сожалению, не сохранился. Зал с кариатидами, она находится сейчас там. Она и стояла изначально там, потому что, когда этот зал уже был оформлен, папа Павел IV дарит Генриху II, французскому королю, при котором как раз, в общем-то, были закончены отделочные работы в этом зале, дарит эту статую, которую откопали в Риме, и дарит ее не просто так. В это время у Генриха II официальная возлюбленная Диана де Пуатье. Артемида, она же Диана. То есть, ну, папа решил, королю будет удобно. Но вы понимаете, приятно. Но вы понимаете, какая ирония, да? Как бы глава Римской католической церкви, то есть, ну, по идее, как бы самый праведный человек в Европе дарит христианнейшему французскому королю статую, которая намекает на любовницу этого самого короля, с которой он изменяет не кому-нибудь, а Екатерине Медичи. Так что вот такая вот забавная история получилась с этой статуей. Почему она версальская? Потому что, опять же, Людовик XIV, который в Лувре, ну, почти не жил, хотя его любил, он ее умыкнул в Версале, поставил в зеркальной галерее, где она стояла очень долго, ну и уже только после французской буржуазной революции ее опять-таки вернули в Лувр, эту статую. Да, это Венера Милосская, которую приписывают резцу Александра. Но опять-таки мы с вами имеем дело с древнеримской копией с античного оригинала. Но это самая древняя и самая прекрасная из Милосских Венер. Их много на самом деле, да, потому что каждый уважающий себя художественный институт или художественное училище считает своим долгом обязательно в своих коридорах как бы держать эту статую. У нас в худилище, ну, в Харьковском художественном училище, в котором я учился, вот 4 года, как бы я на 3-м этаже лицезрел как бы в натуральную величину Венеру Милосскую. Поэтому привык я к ней как бы, ну, просто невероятно. И поэтому я, когда первый раз попал в Лувр, я уже так, проходя мимо нее, говорю: привет, пошел дальше. Ну, мне сложно, как бы, она мне примелькалась, вы понимаете. Есть знаменитый анекдот, когда Раневская в составе там какой-то делегации из Советского Союза, как бы будучи в Лувре, в Париже, услышала, как какой-то молодой человек импозантной наружности, ну, типа меня, короче, говорит, что на меня вообще эта женщина не производит никакого впечатления, на что Раневская ответила, что эта женщина производила впечатление на стольких людей, что она уже сама может выбирать, на кого производить впечатление, на кого не производить. Но я считаю, что у меня с ней сложились свои какие-то теплые отношения, поэтому у нас с ней все в порядке. Я единственное, о чем хочу вам здесь сказать, показывая ее, что... Вы же знаете, в Древней Греции божественность была связана с обнаженностью. Собственно говоря, именно поэтому все олимпийские боги, мужчины и юноши, они все обнаженные. Но женщина, и даже если она богиня, имела совершенно определенный статус в Древней Греции, совершенно бесправного существа. Она должна была всегда быть одета, как бы сидеть там где-нибудь в гинекее, как бы и не высовываться. Поэтому, собственно говоря, Зевс так легко изменял своей жене Гере со всеми на свете. Единственное, кому было позволено, вот именно в эллинистический период появляется вот эта вот традиция, когда с обнаженного тела как бы соскальзывает эта драпировка, и мы с вами, ну, резец скульптора точнее, да, ловит Афродиту как раз в тот момент, когда вот она должна упасть. А скульптор говорит: не-не-не, вот как бы вот так и зафиксируем, вот так и хорошо. Вот, с Афродитой как бы такие вещи позволялись. Ну и мы с вами приходим уже как бы все ближе и ближе к современному нам европейскому искусству, европейской живописи. Я это называю инстаграм канцлера Ролена. Ну, потому что это совершенно как бы квадратная вещь. Это великий Ян ван Эйк. Это самое начало масляной живописи. Некоторые искусствоведы считают, что вообще масляная живопись началась с братьев Эйков, что это они на рубеже 14-15 веков
изобрели технологию масляной живописи, но это не совсем так, потому что мы знаем Робера Кампена, который работал в технике масляной живописи, мы знаем в Италии там некоторые опыты по этому поводу, и, собственно говоря, и даже в Древнем Риме как бы была, судя по описаниям, известна эта техника, но тем не менее вот ее возрождает северное так называемое возрождение. Да, возрождение действительно два. Возрождение южное, которое мы все с вами хорошо знаем и любим, и возрождение северное. Вот, скажем так, в самом начале северного возрождения как раз стояли братья Губерт и Ян ван Эйк, которые еще известны своим знаменитым Генским алтарем, кстати говоря. Ну, а здесь мы с вами видим, ну, фактически премьера в правительстве великого бургундского герцога Филиппа Доброго. Тогда бургундское герцогство это практически империя, потому что принадлежит большая часть Восточной Франции герцогам бургундским, им принадлежат так называемые Большие Нидерланды, а Большие Нидерланды сегодня это весь Бенилюкс, абсолютно. Причем с частью Германии, с севером Франции, там вот Пикардия, там часть Нормандии, это тоже туда все относится. То есть это было очень богатое как бы государство, которое очень хитро лавировало между германским императором, французским королем, английским королем, потому что вот как раз между ними находится и в принципе стригло доходы с них со всех. И эта вещь, конечно, совершенно прекрасна и филигранной техникой мастера, а еще и тем, как он красиво льстит канцлеру Ролену. Вот смотрите, здесь вот с этой стороны, вот тут, в этой части окна изображен город Атен. Это Бургундия, из которого, собственно говоря, Николя Ролен родом. Потом здесь мы с вами видим мост. Этот мост, знаете, куда переброшен? Вот за младенцем Христом, который здесь страшный. То есть он здесь, знаете, такого похож на старого Черчилля. Ну, дело в том, что это нормально. Вообще, в принципе, как бы до 16 века младенцы, они все кошмарные, как бы в европейской живописи. Вот за младенцем Христом здесь находится небесный Иерусалим. То есть, понимаете, какая тонкая лесть? Из родного города Атен по вот этому вот мостику в небесный Иерусалим. Почему? Потому что, ну, хороший человек. Ну, чё ж не пустить его в рай, скажите? Это Доменико Гирландайо. Сразу вам показываю пример как бы южного возрождения. Это самое начало Ренессанса, так называемый прото-ренессанс или Кватраченто. Гирландайо это большой мастер флорентийской школы середины и второй половины 15 века, и итальянцы в это время пишут темперой. Как бы 150 раз рассказывал, что такое темпера, не буду сейчас тратить на это ваше время, потому что многие уже это слышали. Вещь совершенно дивная, прежде всего потому, что сначала тебя ужасает как бы этот нос этого старика, а это как бы реальное заболевание. При этом как бы вот на контрасте с обликом вот этого ребенка, этого мальчика, который с таким восторгом смотрит на своего дедушку, потому что ему, этому ребенку, вспомните нас в детстве, нас меньше всего интересовала красота стариков. Нас интересовали какие-то совершенно другие вещи. Там, получить от них урок мудрости, урок мужества, конфетку опять же. То есть вот это прежде всего. И здесь вот есть вот этот вот диалог между ними, и вещь совершенно дивная. И несмотря на вот этот кошмарный нос, как бы ты реально зависаешь перед этой вещью, и перед ней очень многие стоят долго и в нее вглядываться, потому что ну, это очень красиво. И Гирландайо, он это поймал. Мы с вами опять уходим на север в Нидерланды, потому что это перед вами не кто-нибудь, а сам Иероним Босх. И то, что вы видите, это иллюстрация к очень знаменитой истории в то время, которая называется «Корабль дураков». И это одна из тех картин Босха. Ну, вообще, как бы на тему Босха написано, наверное, примерно столько же как бы искусствоведческих диссертаций, сколько и на тему Леонардо да Винчи. Это вообще такое вот общее место для искусствоведов, на котором получаются награды, получаются гранты, там зарабатывают степени научные и так далее, потому что здесь очень много возможностей как бы для работы, для всякого рода домыслов. И про что это кино? Вы знаете, у нас на канале есть очень неплохая лекция по Босху, как бы, где я издеваюсь над искусствоведением, рассказываю о том, что эта картина позволяет давать
совершенно противоположные толкования. То есть, с одной стороны, мы с вами можем говорить о том, что это похвала человеческой дурости, человеческой глупости, да, то, о чем буквально через там, столетия напишет Эразм Роттердамский в своей похвале глупости. Ну, что у нас здесь впереди? Да? У нас тут впереди монах с монашкой. Перед ними здесь на тарелке у них лежат вишни. Вишни в этот период это знак распутства, между прочим. Ну, один из знаков распутства. Другой знак вишен, который тоже как бы к ним относится, кровь Христова. Понимаете? Там где одно и где другое. Монашка играет на чем-то между лютней и мандолиной. То есть это вот такая вот мандолютня, на которой она играет. Здесь же за ними люди, которые им подпевают, они участвуют во всей этой оргии. Тут же другая монашка, она, по всей видимости, с пустым кувшином, вот этому дядьке, который вот тут вот лежит в этой лодке, кричит: давай наливай вина, а он держит веревочку, и здесь охлаждается еще как бы вот такой вот сосуд с вином, и он, по всей видимости, пытается его заныкать себе, как бы не делиться с этой монашкой. Вот здесь под этой рыбой, которая, рыба ж у нас всегда означает Христа. И вот под этой рыбой у нас молодой человек, которому откровенно плохо, то есть он извергается туда, вот в воду. Здесь у нас сидит шут, сидит, скучает и грустит. Потому что с этими кретинами ему делать нечего, они сами справляются. Он им уже ничем не может помочь, как бы. Ему здесь нет совершенно никакой работы и никакого дела. Здесь кто-то лезет по дереву, которое растет прямо рядом с мачтой. Кстати, обратите внимание, вот тут вот прямо из корабля выросло дерево, то есть корабль никуда не двигается. Он стоит все время на одном месте. Понимаете, сколько намеков, да? На то, что у нас застой, мы никуда не двигаемся, все это никуда не течет, то есть все дошло вот до такого вот. Он тянется за курицей, которая вот тут вот привязана к этой мачте, а здесь наверху еще к тому же флаг, а на этом флаге, кстати, вот такой вот серп луны. Серп луны, который с одной стороны значит, конечно же, Диану, женское начало, а с другой стороны, как бы мы все знаем, что это символ и герб в это время Османской империи, которая самая большая проблема для Европы тех лет. А на самом верху, вот здесь, сидит сова. Сова очень сложный символ. И сразу могу вам сказать, что если вы видите картину и у вас есть хотя бы малейшее подозрение, что это Иероним Босх, ищите сову. Если нашли сову, поздравьте себя, у вас все в порядке с искусствоведческими знаниями, это, безусловно, Иероним Босх. И здесь же может быть совершенно другое, абсолютно противоположное, абсолютно позитивное толкование того, что вы здесь видите. Но я сейчас не буду тратить ваше время, идите на наш канал и смотрите лекцию про Иеронима Босха. Эта вещь называется Святая Анна, Мария и младенец Христос с ягненком, естественно. Почему ягненок? Ну, потому что понятно, да, агнец Божий, то есть это получается дважды Христос, то есть намек на самого себя. Я хочу, чтобы вы обратили ваш... прежде всего, я хочу вам сказать, что вообще к этой картине есть прекрасный картон. Мы его с вами смотрели, когда мы были в Лондонской национальной галерее, он находится там. Потрясающий рисунок, который сделал Леонардо. А потом уже вот этот картон он переводил на холст, и вот таких вот работ их несколько. И самая нормальная по цвету, я считаю, все-таки находится в Лувре. Но здесь вот что интересно, обратите внимание, Мария сидит у Анны на ручках, как бы на коленях она у нее сидит. Потому что святая Анна – это ее мама. И здесь получается как бы такая преемственность, да? Бабушка, мама, внук. То есть это не просто как бы святое семейство, это еще вот так вот. И вообще это как бы тема, и этот сюжет, эта иконография, она приходит в европейское искусство из Константинополя, из Византии, потому что, как раз вот на Димкин день рождения, 29 мая 1454 года, пал Константинополь. И оттуда все ломанулись быстренько в Италию. Случился вот такой вот исход, и в Италию уехало очень много образованных людей, в том числе художников, иконописцев в том числе. И вот они привезли этот сюжет, и в Италии этот сюжет зашел, который так и называется «Анна на троих». То есть вы можете увидеть иногда вот такие вот именно византийские иконы, где сидит
Святая Анна, у нее на руках, это все вот фас. Сидит Мария, у Марии на руках сидит младенец. Ну, а Леонардо это закручивает вот в такую совершенно ренессансную композицию. Здесь, конечно, совершенно волшебные лица. То есть вот как бы тут реальные лица реальных людей, которые улыбаются, которые умиляются друг друга и относятся друг к другу с совершеннейшей нежностью. Хотя, если честно, я эту вещь не люблю. Это Мадонна в гроте. Это тоже Леонардо. Так этих Мадонн тоже две. Вот одна в Париже, которая чуть получше, которая чуть послабее, опять же в Лондоне. И мы тоже на нее смотрели. Здесь очень интересный квартет рук, вот обратите внимание, да? Дева Мария, которая вот так вот благословляющим жестом держит свою руку. Здесь у нас младенец Иоанн Креститель, вот тоже интересная вещь, да? По идее, как бы Христос с Иоанном Крестителем, они знакомятся уже в зрелые годы, как бы на Иордане. Христос приходит к Иоанну креститься, и там, где Иоанн говорит, что вот я вообще не стою перед ним, как бы я не достоин, чтобы целовать стопы его ног, как бы. Вот. Но он идет впереди меня, как сказал Христос. А тут, значит, они дети, они знакомы. И вот маленький Иоанн Креститель, он уже как бы вот в таком вот молитвенно сложил ручки. Здесь же у нас Христос, который двоеперстием благословляет Иоанна Крестителя, а это ангел. Ангелы у нас, как вы знаете, не то мальчики, не то девочки. Как бы. Кстати, забыл вам показать в Мадонне канцлера Ролена. Там Мадонна, над которой венец держит ангел. Во времена Яна ван Эйка среди ангелов было модно носить крылья из павлиньих перьев. Там именно павлиньи перья. При Леонардо уже как бы они носят вот что-то типа вот крыльев орла. То есть там уже никаких вот этих вот павлиньих глазков, ничего вот этого нет. Очень красивая вещь, одна из немногих леонардовских вещей, которая почти закончена. Потому что парень у нас отличался тем, что он начинал там что-то делать, видел, что нормально, как бы, и бросал, как бы, и шел дальше. Тоже святой Иоанн Креститель. Здесь очень плохо видно, но у него в левой руке, вот тут вот видите, крест из тонких таких, да. Потому что, этот крест закрывается вот этим вот пальцем. Мы когда учились, мы это называли, ты так больше не скажи, понял, да? То есть вот это вот. Мерзавец Леонардо пишет этого святого Иоанна с парня, которого зовут Салаи или Салаило, еще его называли, и это переводится как дьяволенок, которого он подобрал вообще из грязи и привел, что называется, в князи, ввел в приличные дома приличных фамилий. Этот парень замечательно тырил серебряные ложки и вилки отовсюду, откуда мог. Тырил деньги у самого Леонардо. Вообще, как бы, их связь, конечно, это катастрофа. Я так понимаю, что у Леонардо да Винчи просто были железные нервы. То есть терпеть все то, что он ему устраивал, так еще он запечатлел его, увековечил в образе Иоанна Крестителя, который благодаря вот этому знаменитому леонардовскому сфумато, то есть вот эта дымка, в которой растворяется как бы контур, он вообще полностью уходит в этот вот мрак. Эту вещь я откровенно ненавижу. А это я вам показываю тот зал, в котором сейчас висит Джоконда. Причем как бы я очень рад, что я нашел у себя вот эту вот фотку. Вы видите, здесь еще люди нормальные. То есть они там, хотя бы частично там, они все смотрят на нее. Потому что сегодня в большинстве своем, как бы если зайти вот в этот зал, то вы увидите, что эти люди на нее не смотрят. Они все к ней спиной. А почему они к ней спиной? Потому что вот там она, а они... Селфи с Джокондой. Она находится достаточно далеко, она находится за стеклом, потому что в начале 19 века ее же сперли. Причем человек, который ее украл, как-то очень легко. Знаете, чуть ли не пришел, снял, ушел. Правда, она тогда висела в салоне Каре, в зале, который мы обсуждали в первой серии нашего с вами Лувра. Сейчас она висит здесь, как бы за стеклом. И вы знаете, ходят слухи, что там висит постер. А она на самом деле, где-то там. Потому что, вообще, как бы это традиция у хороших музеев, когда что-то вот такое вот, сильно ценное, то надо как-то спрятать. Потому что я вот совсем недавно слышал версию о том, что, все мы знаем, что на площади Синьории во Флоренции стоит копия Давида Микеланджело. А сам Давид Микеланджело, подлинник, стоит в галерее Академии. Так вот, недавно мне сказали, что ты знаешь, там столько туристов, вот последние 20-30 лет, что мы подозреваем, что это не Микеланджело.
что, скорее всего, это тоже копия. А сам Микеланджело стоит где-нибудь там в бункере под академией, и на него, что называется, не дышит. Потому что, кстати, этот кусок мрамора, из которого изваян Давид, он достаточно хрупкий. И вот мне очень нравится как бы тоже этот кадр, потому что, ну вот опять же, я же говорю, что тогда это то время еще, когда фотографировали вот так. Приятно, опять же, что приятно, да, Лувр это один из музеев, где фотографировать можно. С 2005 года абсолютно точно установлено, как бы без всяких вариантов, это поддержано как бы письмами, которые найдены, существуют на сегодняшний день, что это все-таки Мадонна Лиза дель Джакондо, она же Герардини, и никто иной, и только она. И, ну, вещь, конечно же, очень красивая. И вот это одна из немногих вещей у Леонардо да Винчи, которые я действительно очень люблю. И вы знаете, как бы, ну вот в ее улыбку надо вглядываться. Сначала, ну, улыбка и улыбка, то есть ничего особенного, да. Ну, тебе достаточно даже в хорошую репродукцию, а, кстати говоря, в сети есть хорошая в цифре Джаконда, просто посмотрите на нее 15 минут. Я вам гарантирую, что вы не оторветесь. Вы будете сидеть еще 15 минут вот туда вглядываться, потому что, ну, это реальная человеческая улыбка, которая тебя затягивает своей искренностью. Это сеньора Кривелли, Лукреция Кривелли, ее называют еще прекрасная Ферраньера. Она у нас не то одна из придворных герцога Людовика Мора в Милане, не то вообще очередная его любовница, с которой он изменял Чичилли и Галерани, которую Леонардо тоже, кстати говоря, писал. Ну, на мой взгляд, один из самых красивых леонардовских портретов. И вот видно, что он ее писал, скорее всего, с натуры, и она совершенно живая. И как бы мы с вами реально видим вот девочку с таким серьезным характером, то есть это не какая-то там размазня, как бы у нее как бы на лице, у нее в глазах это написано. Здесь реально глаза это как бы зеркало души, я считаю, это один из первых психологических портретов в истории европейской живописи. Ну и я, конечно, не мог вам его не показать. Это Франциск I, король, благодаря которому как бы появился тот Лувр, который мы сегодня знаем, потому что он снес замок и начал строить то, что закончил Наполеон III. Это Франсуа Клуэ, это его любимый живописец этого периода. И я просто хочу, чтобы вы посмотрели, что такое французская манера в это время. То есть здесь мы балансируем между декоративностью и реализмом. С одной стороны, как бы и хочется как бы сделать это все максимально как бы реально, как оно в жизни, но все равно получается очень декоративненько. Все вот эти вот, весь этот блеск на рукавах и так далее, и вот этот вот бесконечный нос, это когда на него смотрю, так думаю, боже мой, ну как можно было, вы же помните, да, я вам рассказывал, как Гейнсборо там, когда писал портрет Сары Сиденс и вздыхал там за холстом, а Сара Сиденс ему сказала, что Томас, что случилось, о чем вы там вздыхаете? Он сказал, черт бы взял ваш нос, он бесконечный, я его пишу, он не кончается. Вот нос не кончается, вот это нос. Говорят, что это самый французский из автопортретов Альбрехта Дюрера. Один из самых ранних, вон там вот наверху написано 1493 год. Он написан на пергаменте, он написан маслом. Дюрер пишет его для своей будущей жены, тогда невесты Агнесы Фрай или Фрей. Честно говоря, до сих пор не знаю, как правильно, как бы немцы говорят и так, и так. Его еще называют автопортрет с чертополохом. У него здесь в руке вот цветок чертополоха. И в это время чертополох считается не только символом Шотландии, но еще и символом как бы мужской, даже не преданности, знаете, а как бы обета не изменять. И действительно, как бы это один из самых элегантных автопортретов Дюрера. И я хочу, чтобы вы обратили внимание вот на что. Мы же все как бы видели его автопортреты. У нас же как бы Дюрер в мировом искусствоведении считается главным нарциссом. Хотя, конечно, это очень несправедливо, учитывая, что у Дюрера там чуть больше там 10, там около 20 автопортретов, Поль Гоген около 40 автопортретов, Рембрандт чуть больше 100 автопортретов. Понимаете, и говорить о том, что нарцисс у нас Дюрер. Дюрер был просто прекрасен. Но, посмотрите, у него прямые волосы, а не вот это вот. И известное есть письмо, оно сохранилось до наших дней, как один из клиентов упрекает Дюрера, что он не выполняет его заказ, хотя уже заплачен аванс, а не выполняет. Почему? Потому что вы тратите все свое время на ваши вот эти вот попилотки, которыми вы закручиваете свои волосы, чтобы они у вас были целый день завитые, вы тратите на это весь день. Ну, это, наверное, правда. Так оно, наверное, и было. А это у нас Рафаэль. И это, наверное, один
один из самых важных портретов в истории мирового искусства, потому что так же, как и с Лизой Джокондой, это очень сильно психологический портрет. Это Рафаэль, это портрет Бальтасара Кастильоне. В отличие от Лизы Джоконды, про Бальтасара Кастильоне мы знаем очень много. Он был писателем, он был журналистом, он был автором очень модного в его время трактата, который назывался «Идеальный придворный». Но в данном случае придворный просто это, наверное, неудачный перевод, потому что, в принципе, он говорит о кавальеро. Кавальеро, да, кавалер. Кавалер кто? Это человек, у которого есть лошадь. А лошадь, как правило, есть у человека, во-первых, состоятельного, во-вторых, рыцаря, а рыцарство кому попало не давали. То есть, в принципе, это книга об этикете, книга о хороших манерах, которую написал именно Бальтасаре Кастильоне, и это венец творчества Рафаэля именно в портретном жанре. Это последний портрет, который пишет Рафаэль, и он совершенно идеален, и Рембрандт, когда увидел этот портрет, он в него влюбился, и он его купил. И он одно время был у Рембрандта, пока у Рембрандта не арестовали имущество, не забрали эту вещь, и так он кочевал и попал в результате в Лувр. Тициана много в Лувре. Показываю вам именно вот этого молодого человека с перчаткой, мы не знаем, кто это. Это так и называется, портрет неизвестного с перчаткой. Потому что мне кажется, что это начало элегантности в искусстве. Наверное, это один из самых элегантных мужских портретов, где мы совершенно четко видим то, что случится потом. Что сделал? Вот я на это смотрю как фэшн-дизайнер. Да? Тициан предвосхитил мировую моду. Что случится во второй половине 19 века? Вечерним мужским костюмом станет именно вот это. Белая грудь в обрамлении черного цвета. Кстати, такой интересный момент, то, что мы с вами сегодня называем мужским вечерним костюмом, то, в чем принято ходить, допустим, в Букингемский дворец, если король позвал на ужин, то есть фрак, вот белый жилет, белая рубашка, это все родом из мужского спортивного костюма конца 19 века. Да, 18, извините, фрак был спортивным костюмом. Костюм для верховой езды. Это так называемая школа Фонтенбло. У французских королей есть замок Фонтенбло в лесу Фонтенбло, на юг от Парижа. Очень красивое место, очень красивый замок. Его, кстати, любили практически все французские короли, потом его любили Бонапарты. Наполеон I так очень сильно прям любил. Так любил, что держал в нем в заперти римского папу, потому что надо было держать в хорошем месте римского папу. И там в 16 веке формируется вот эта самая школа Фонтенбло, школа художников, которые работают для французского короля. Потому что в это время Фонтенбло, несмотря на всю любовь Франциска I к Лувру, но все-таки Фонтенбло это главная королевская резиденция. Французские короли все короли-охотники. То есть они правят, не слазя с лошади, не переставая стрелять дичь, оленей там, и все остальное. Поэтому очень удобно было, конечно же, жить в Фонтенбло. И в Фонтенбло работают очень многие художники. Из итальянцев, кстати, там работает Приматиччо, который, собственно говоря, и дает первый вот толчок, пинок такой, волшебный пендель, да, этой школы, которая возникает во Франции. И французы начинают более-менее сносно писать красками. И вот это вот одна из таких работ, на которой изображены одна из любовниц Генриха Наварского. У меня прямо вот сейчас вылетело из головы. Точно помню, что это не мадемуазель Дантрак, это Изабелла Дестре. Да, Дестре. И она со своей сестрой. Барышня эта, кстати говоря, она вообще в принципе намеревалась стать французской королевой. И Генрих Наварский, по большому счету, ей даже это обещал. Потому что он уже был в разводе с Маргаритой Валуа. А потом, когда выяснилось, что денег нету, герцог Сюли сказал, что сир, надо бы как-то удачнее жениться, надо жениться на деньгах, поэтому вот есть Мария Медичи, поэтому дом Медичи, вот эти вот все деньги, поэтому давайте вот это вот все. Здесь это тоже вся эта история будет. А как же, а у меня же Изабелла, Изабелла, не Изабелла. Да, она беременна, да скоро рожать. Короче говоря, абсолютно здоровая женщина при родах умирает. Генрих был безутешен, но женился на деньгах. Все-таки. Тогда это было модно, вот такой сюжет. И, кстати говоря, это не первая картина на эту тему, потому что есть Диана Пуатье тоже со своей подругой, вот то же самое, вот это вот мы держимся за сосок. И я не могу, конечно, не порадоваться за Лувр и не похвастаться вам, у Лувра есть Питер Брейгель.
Потому что то, что Питер есть то, что Брейгель старший есть у, допустим, Венского художественного музея, это как бы нормально. И мы с вами, когда в декабре будем в Kunsthistorisches Museum, мы будем смотреть огромную ретроспективу Брейгеля. Но немножко Брейгеля есть и в Лувре. И вот эта вещь 18 на 20 сантиметров. И она называется «Калеки». И вот этот вот сюжет коллег, он очень модный в этот период. И вы знаете, он в какой-то степени выполняет функцию талисмана и оберега. Они как бы на себя притягивают как бы все негативное, как бы, а хозяин картины будет абсолютно благополучен. Почему у них на спинах там, и везде на плечах, там, животах вот эти лисьи хвосты? Потому что Брейгель немножко намекает, что некоторые из них не настоящие. Они как бы хитрят для того, чтобы вы отдали им свои денежки. Ну, опять же, это одна из версий. Как оно на самом деле, никто из нас не знает. Тоже столько диссертаций написано, как бы, что это все читать, не перечитать. Но Брейгель вот совершенно, да, мужицко-крестьянский. Оно у него вот все вот такое вот настоящее, как бы веселое, странное, очаровательное. Оторваться от этого совершенно невозможно. А это мы с вами переходим уже немножко к испанской живописи. Это Бартоломé Эстебан Мурильо. Это уже начало 17 века, это один из выдающихся испанских художников этого периода. И в Лувре одна из его как бы, прекраснейших вещей, как мне кажется, это называется «Кухня ангелов». Про что это кино? Святой Франциск, которого вы здесь видите, вот он, но это не тот святой Франциск, который ассизский. Это другой святой Франциск, который работал, как бы поваром в монастыре имени того святого Франциска. Но до такой степени был увлечен молитвенными практиками и так глубоко погружался в эти молитвы, что очень часто забывал, что он должен идти и готовить для братьев как бы еду, потому что они придут в трапезную, как бы, их надо кормить. Они, конечно, монахи, но они же все-таки тоже люди, и вот они приходят и говорят: Франческо, где еда? А пока, даже не Франческо, а Франсиско, извините, это же Испания, да? Но пока Франсиско здесь молится и полностью погружен в вот этот вот экстаз, за него здесь работают ангелы, которые все приготовили, и, конечно же, братья осталось довольны и накормлены. То есть кино заканчивается хорошо. Это святой Людовик IX. Выглядел, конечно же, он не так, он выглядел по-другому. Это абсолютно вот такая вот фантазийная работа. Написана она никем иным, как великим испанским художником критского происхождения, которого мы с вами знаем как Эль Греко, а звали его на самом деле Доменико Теотокопулос. Обратите внимание, что кроме скипетра с лилией, которую обязательно как бы имеет французский король, у него здесь еще один скипетр, так называемая длань правосудия. Вообще французские короли, как бы, они гордились тем, что они всегда самые-самые справедливые. Они всегда за правильный, праведный суд. Поэтому вот эта вот длань справедливости, длань правосудия как бы символизирует короля как идеального судью. А Людовик IX святой, он у нас как бы еще важен тем, что правильными французскими королями считаются только его прямые потомки. И испанский король Филипп III эту вещь дарит французскому королю. Это своего рода такой вот символ вежливости, эта вещь. Так Теотокопулос Доменико попадает в Париж. Но мы его с вами знаем как Эль Греко. Микеланджело Меризи да Караваджо. Одно из самых важных имен в европейском искусстве, потому что это тот человек, который совместил свет и мрак, который построил вот эти вот контрастные отношения, которые совершенно роскошны, и в какой-то степени стал основателем того, что мы с вами сегодня называем барокко в живописи, потому что именно такое освещение создает вот этот вот барочный эффект барочной композиции. И эту вещь он пишет для одного монастыря в Риме. Он в Риме, в принципе, в основном работает. Ему заказали Успение Марии. Вот оно, собственно говоря, Успение Марии. А Успение Марии в католическом Риме – это всегда вознесение вот туда, вот на небо к Христу.
Причем, в отличие от православия, в котором принято изображать Богородицу в гробу, и тут же рядышком как бы на облаках сидит Христос с душой Богородицы, которую он там принимает, в католицизме принято считать, что Богородица, она, хорошо, что вы сидите, она физически вознеслась вся целиком на небо вместе со своей как бы телесной оболочкой. Караваджо якобы, значит, выловил из Тибра барышню, которая была слегка беременна, но молодой человек, от которого, собственно говоря, это все случилось, он отказался на ней жениться, она с горя утопилась. Вот он ее вытащил, вот так вот положил и написал. А вокруг нее он поставил всех тех людей, которые лично ее знали. И вот пока они ее оплакивали, он их зарисовывал, потом как бы это все дописывал. Понятно, что это достаточно длительный процесс. Скорее всего, что этого не было. Скорее всего, что здесь обычные натурщики, которыми, да, он пользовался. И натурщики эти могли быть проститутками, там, пьяницами, тунеядцами, там, кем угодно. И монахи монастыря сказали, нет, мы такое не можем из себя повесить. Во-первых, Богородица не возносится. Во-вторых, написано, с кого попало. Если присмотреться к этим людям, где красота, где благолепие? Это что, апостолы? Как бы, а Караваджо денег хочет получить, естественно, потому что все художники вечно без денег. А здесь еще произошла такая беда, которую он об этом знает. Он об этом знает, о том, что она случилась, как бы об этом знают практически все тех, кого учили рисовать. Они понимают, что здесь, в принципе, как бы, если так придираться к этой картине, да, то ты понимаешь, что здесь проблемы с композицией. Потому что у нас Караваджо как бы знаменит тем, что он вообще никогда не делал никаких там набросочков. Он сразу вставил холст, как бы начинал как бы на нем все рисовать углем, и тут же он начинал писать, а потом, как призвание святого Марка, да, Матфея, извините, там, упс, пустая стена, что делать, что делать, что делать, окошко напишу там маленькое, там раз, написал окошко, уже нормально, как бы равновесил. Здесь произошло примерно то же самое, то есть низ холста, мало того, он разместил его, видите как, по вертикали, как бы всех поставил внизу, а там что? А у него этот красный плащ, он у него кочует вместе с ним, из картины в картину. Ему приходит совершенно гениальная идея. А не повешу ли я сверху этот красный плащ? И получилось из этого что? Из этого получилась надтронная сень, балдахин. Монахи приходят в студию, как бы смотрят на это все. Нет, мы это не возьмем, денег не заплатим. И так получилось, что эту вещь увидел молодой Питер Пауль Рубенс. А он в это время находится на службе у герцога Мантуанского. Рубенс своему герцогу, Веченцо III Гонзага, он говорит, слушайте, вот такая вещь, надо брать. Как бы, а он у него отвечал как бы, за вот, приобретение как бы, коллекции. И герцог Мантуанский согласился, расплатился за это. И перед вывозом уже ее из Рима, ее выставляют во дворце мантуанского посла в Риме, а дворец мантуанского посла находится на Виа дель Корсо. В Риме это вот такой вот проспект, который прямо идет от центра, от площади Венеции. Причем как бы, это такое центровое место, там как бы крайний особняк слева, в нем вообще доживала мама Наполеона, Летиция Бонапарт. Но это уже потом. И вот на центральной улице, практически на Сумской, понимаете, на Крещатике, значит, выставляется эта вещь, но не в какой-то там зашуганной мастерской какого-то художника, да, а огромный зал. В этом зале вешается эта вещь. Открыты двери, пожалуйста. Все гости дорогие, заходите, прощайтесь с картиной, она уезжает в Мантую. И тут монахи видят поразительную вещь. Они, конечно, приходят на это посмотреть. Приходят люди, которые, видя это, они начинают рыдать. Они становятся перед этой картиной на колени. То есть эта картина получает свою дозу славы. Оказывается, что это глубоко эмоциональная вещь, которая именно очень эмоционально влияет на людей. А это, извините, есть задача искусства. Других задач нет. И церковь хотела это же, потому что под это дело легко собирать донаты. Когда люди рыдаются, чувствуют, как бы, и тут же тут с подносиком, пожалуйста. Вещь уезжает в Мантую. Из Мантую она уже хитрыми путями попадает во Францию. Ее, кстати, покупает Людовик XIV. Это тоже одна из двух гадалок Караваджо, у него их две. Я считаю, что вот это самая удачная, она шикарная, она лучше написана и нарисована, чем предыдущая.
или последующая, как бы сложно сказать, как бы на сегодняшний день нет определенного решения, то есть какая была первее из этих двух картин. Это лучше, потому что, ну, как бы у Караваджо вообще большие проблемы с рисунком. Он очень хороший художник, он очень хороший живописец, все очень хорошо. Но рисунок у него очень некрепкий. У него тут такая щекастая барышня, у которой немножко сдвинуты как бы глазки, там нарушенная перспектива лица. Там, если разбираться, в принципе, его оставят на второй год. То есть на третий курс он не перейдет, скорее всего. То есть там эти моменты есть, но он выходит из положения за счет своей совершенно блестящей живописи. Ну и, конечно, эту вещь надо рассматривать вблизи, потому что вот в этом месте, вот здесь, она, показывая ему на линии на руке, двумя еще пальцами, она снимает с него кольцо. То есть, собственно говоря, кино про это. Ну, это такой очень модный в это время сюжет, на который Караваджо тратит свое бесценное время, учитывая, что прожил он совсем короткую жизнь. Ну и мы с вами подошли к Рубенсу. И мы с вами подошли к этому сюжету брака Генриха Наварского и флорентийской принцессы Марии Медичи. Здесь Рубенс нам с вами вот так вот аллегорически показывает, что олимпийские боги Амуры представляют Генриху Наварскому портрет его невесты, будущей королевы Марии Медичи. И таких картин Рубенс и его мастерская наваяли 24 или 26 штук, не помню. И чтобы вы понимали, это большой метр. Это там 5 на 3, грубо говоря. Да? Я, честно говоря, не помню сколько, но это именно вот так вот. Вот, и я вам показываю этот зал, где все это висит. Раньше это все висело в Люксембургском дворце, который мы все знаем и любим, который находится на южном берегу Сены, то есть это получается... Там правый, это левый берег Сены, да? Потому что Люксембургский дворец был построен именно для Марии Медичи, когда она уже была вдовствующей королевой, потому что юного Людовика XIII, его фаворита кардинала Ришелье, она просто достала, они поняли, что маму надо отселить. И ей построили очень красивый замок с великолепным парком, который очень любят парижане. Там сейчас находится Сенат Франции. Что характерно, рядом с этим зданием стоят малолитражки типа старых наших горбатых запорожцев, на которых приезжают сенаторы, как бы они джипы. Вот. Но в результате как бы из-за того, что как бы доступ в Люксембургский дворец он частично ограничен, то есть парк, пожалуйста, вы не мешаете сенаторам, гуляйте, вот, а во дворец нет, то все это решили перевесить в Лувр. И на всякий случай я всегда об этом говорю, что вот если вы дошли до этого зала, и вот тут, вот где мы с вами вот это все фотографируем, тут тоже двери, вот такие вот две двери, вот как вот одна дверь здесь, другая тут, и с этой стороны также. Вот очень советую туда вот так вот заглянуть и бегите оттуда. Потому что если вы туда зайдете, вы там утонете. То есть некоторые заходили и не возвращались. Потому что пока пройдешь, пока вот этот вот весь большой метр рассмотришь, это все дико интересно. Рубенс блестящий художник. Но Рубенса валом, его очень много. Поэтому, ну как бы, ну зайдите там, гляньте одну, да, и бегите все-таки оттуда, потому что в Лувре еще очень много чего интересного. Как, например, вот, Антонис ван Дейк. Не путать с Яном ван Эйком. Он тоже как бы родом примерно из тех же мест, но это уже начало 17 века, это живопись барокко. Ван Дейк одно время был не то учеником, не то подмастерьем, но скорее всего партнером Рубенса по работе, потому что он такой же блестящий художник. У него тоже очень хорошо с барочной композицией, потому что вот это все абсолютно барочная композиция. Вообще, если вы видите картину, в которой мужчина, даже если он сидит, он пытается что-то сделать, там, ударить, вскочить, там, встать, побежать куда-то. То есть, ну, он сидит так, знаете, неуверенно сидит, ему бы встать побыстрее. А женщина, наоборот, она все время пытается как бы упасть в обморок, да как-нибудь еще так красиво, и она еще примеряется, как бы ей это сделать, чтобы это все было хорошо. Это идеальная барочная композиция. Что здесь происходит? Здесь Венера приходит к своему мужу Вулкану, которому, кстати, она все время изменяла с Марсом. Она приходит у него просить доспехи для Энея. То есть это у нас с вами продолжение Троянской войны, когда Эней уже бежит в Италию, ему там надо, значит, как-то каким-то образом осваиваться. То есть это абсолютно сюжет Ивана Котляревского, ну или Вергилия.
И здесь как бы забавно то, что, знаете, Венера со своим мужем, да, с Вулканом, он же Гефест, они находятся еще в процессе переговоров, они еще общаются. А вот Амурчик, он уже тянет доспехи. Он уже набрал, он уже уносит, понимаете? Антонис Ван Дейк, как я вам сказал, долго работал с Рубенсом. В какой-то момент Рубенс понял, что как бы парень реально мешает. И Ван Дейк, как бы, по всей видимости, ощутил, что надо с этим что-то делать, потому что начинается какая-то нездоровая конкуренция. И Ван Дейк принимает приглашение английского двора уехать туда, в Англию, работать. А в Англия в это время, как бы, знаете, английские художники этого периода, они как бы есть, но лучше бы голландские. И вот, собственно говоря, поэтому Ван Дейк едет туда и работает придворным художником сначала Джеймса I, потом Чарльза I. И мы с вами видим парадный портрет Чарльза I Стюарта, который, он же Карл I, да, ну это кто как бы. Для меня, честно говоря, ну как бы я помню, для меня все было совершеннейшей дикостью, когда мне когда-то попался учебник по истории искусства допотопных дореволюционных времен, где было написано Кузьма Медичи. Имелся в виду Козимо. Да, я вернулся на несколько страниц, там было Лаврентий Медичи. Имелся в виду Лоренцо Медичи. Вот. Михаил Ангель, это, чтобы вы понимали, Микеланджело. Поэтому как бы для меня как бы немножко дико называть по-немецки как бы английского короля, который вообще родом из Шотландии. Поэтому он у меня Чарльз. Вот. И Ван Дейк нам пишет Чарльза I, но здесь интересно в этой картине вот что. Понимаете, как принято писать парадный портрет в это время? Король на коне. Конь, например, в 3/4 король фас. Там конь в профиль, король фас. То есть, центральное место в парадном портрете занимает портретируемый, правильно? А посмотрите на эту композицию. Центральное место здесь занимает конюх и голова лошади. Но они совершенно не мешают тому, чтобы мы с вами совершенно четко понимали, что все-таки это портрет вот этого человека. Ну и это, конечно, верх элегантности, потому что, понимаете, девочки, вот эта черная шляпа без ничего, никаких украшений. Вот как такое впечатление, что он, знаете, наслушался и начитался великой Коко Шанель, которая сказала: наденьте на себя все лучшее и любимое, а последнее, что надели, снимите. Вот он сделал, по всей видимости, вот это. И то, как он держит вот эту вот перчатку в руке, и эти красные штаны, ну как бы, не говоря уже про атлас этого камзола, вот эти вот брабанские кружева, красиво, неимоверно. Живопись невероятная. Такое впечатление, что Ван Дейк пишет акварелькой, потому что все это написано очень легко, и причем, знаете, написано вот в той манере, которая называется а-ля прима. То есть а-ля прима — это когда подошел к холсту, быстренько взял красочки, тут же на палитре все развел и быстренько за 8 часов все написал. Все. Вещь готова. Но нет, конечно же, он пишет дольше, пишет лессировками, пишет правильные технологии, потому что картина сохранилась хорошо, кстати. И вот она висит в Лувре, вещь, конечно, совершенно дивная. Ну, если, конечно, не считать всю вот эту листву, потому что они в 17 веке, как они ее пишут, конечно, без смеха на это смотреть невозможно. Но лошадь и люди, безусловно, прекрасны. А это великий Франц Хальс. Мы с вами его уже смотрели, когда говорили о голландском искусстве в прошлом месяце. И я вам говорил о том, что у него, как у любого нормального как бы голландца, у него есть большие, хорошие работы, портреты там каких-нибудь стрелков, какой-нибудь мемориальной там гвардии. Как бы это было очень модно, они хорошо написаны, добротно. То есть видно, что художник работал долго, серьезно. И, боже, как это скучно и неинтересно. А вот то, что он пишет буквально за несколько часов, это тоже а-ля прима. Это набросок, сделанный маслом. Вы понимаете, что это цыганка? Что такое в 17 веке, в 1630 году в трактире поймать цыганку и что, это вот поставить ее, стой, давай улыбайся мне, ага, сейчас. Как бы ей надо идти работать, у нее клиенты, которых надо разводить и все остальное, что положено делать в начале 17 века. А тут какой-то крендель пристал, значит, стой, я буду тебя писать. Нет, у нее для художника есть там какие-то там 15, 20, 40 минут. За это время он это пишет. Это вот такая вещь. Это фантастика, как это сделано.
такое художники делают в конце 19-го, начале 20 века. Вот ученик нашего с вами любимого Ильи Ефимовича Репина, Валентин Серов, как бы вот он мог делать такие вещи. Единственное, что у него на это уходило примерно месяц, полтора, два, там, 3. Он долго писал такие вещи. Но вот в этой манере. А Хальс это делает фактически мгновенно. И это его цыганка, что-то невероятное, и все ее любят. Но я больше люблю все-таки вот этого шута с лютней. Вот это лицо, вот эта ухмылочка, и как это поймать, и, ну, понятно, что это репродукция, это фотография, да, когда ты подходишь опять-таки к этой картине, и ты понимаешь, что он просто вот уперся кистью в холст, а потом сделал вот так, и оно легло куда надо. То есть, ну, как бы, это вот то, что я называю кендо художника, когда мастер меча, когда вот этот вот удар именно в то место, куда нужно, как бы, и ты просто наповал от того, что ты видишь. Вещь невероятная. Вот этот вот взгляд, вот там у него там блик такой на глазах, но оно такое все живое, оно такое все настоящее. Причем, опять же, оно настоящее и живое, потому что это делается быстро, на одном каком-то внутреннем эмоциональном порыве. Знаете, это тот случай, когда художника нету, есть танец, есть его работа, есть эта живопись. Когда художник заканчивается, начинается его искусство, а художника уже не существует. И как бы эта вещь начинает уже жить своей жизнью. И она ведет руку художника. То есть это, ну, это магия, если хотите. Ну, а это, конечно, извините, как бы это, ну, это большая удача Лувра. И вот мы сейчас будем видеть такие вот две вещи. Это астроном, это Ян Вермеер Дельфтский. И Вермеера всего лишь 33 вещи, которые, ну, четко атрибутированы, что это Вермеер, и 4 картины, которые, ну, на 90% с копейками, что это таки Вермеер. То есть, понимаете, его, в отличие от Рубенса и Рембрандта, считайте, почти нету. Если где-либо, когда-либо вы вдруг уткнулись носом в Вермеера, это счастье. Потому что он разбросан по всему миру. Некоторые работы неудачно пореставрировали. Вот опять же в прошлом месяце мы смотрели этих зеленых крокодильчиков, которые почистили, и девочка стала зеленой. И ничего с этим уже не сделаешь. А некоторые вещи как бы дожили до наших времен и находятся в прекрасном состоянии, вот как этот астроном. Есть подозрение, что Вермеер пишет этого астронома с Антона Левенгука, с которым он явно был дружен, и когда Вермеер умер, известно, что Левенгук был душеприказчиком Вермеера, как бы, и занимался его завещанием, как бы, и всеми его делами. Вермеер удивителен совершенно тем, что всю красоту, которую он создал, он создает там на несчастных там 6 квадратных метрах, потому что вот эту вот комнату, эта комната у него переходит из картины в картину. И в этой комнате у него происходит все. Вот все, что он написал, всегда вот это окно, всегда вот эта стена, там на стене висит какая-нибудь картина, там в данном случае, если не ошибаюсь, там обретение Моисея висит, потому что, ну, Моисей считался как бы покровителем науки, покровителем ученых, а все-таки как бы астроном, как ни крути, он ученый. И здесь же ковер и драпировки, и стул, и все как положено, все как мы любим у Вермеера. Почему? Потому что мы это у него любим в каждой картине. Он это все перетаскивает из картины в картину, и каждый раз он это делает потрясающе. И каждый раз в этом такой невероятный совершенно воздух. Ну, Вермеер вообще, честно говоря, это вот один из моих любимейших художников. Леонардо рядом не стоял, что называется. А это самая маленькая вещь Вермеера. И это вообще одна из самых маленьких вещей в Лувре. 25 на 20 сантиметров. Кружевница, она вот такая. И вот она висит на стене, и ты к ней подходишь, и ты понимаешь, что ты реально смотришь в окно, за которым вечность. Потому что то, как он это делает, то, как он использует вот эти вот, не побоюсь этого слова, фотоэффекты, которыми он пользуется. То есть он иногда здесь просто ставит точки. И эти точки, они выполняют функцию каких-то совершенно удивительных вот таких вот центров, которые наш глаз, когда на них реагирует, он воспринимает это как нечто совершенно реальное, как какие-то пылинки, какие-то капли, там неважно что. И вот ты смотришь на эту вещь, и ты четко совершенно видишь то, что мы сегодня называем воздушной перспективой, когда вот эти нитки, эта подушка, вот опять же вот этот ковер вечный, как бы он прям перед нами.
А вот она со своей работой, со своими кружевами, вот то, что она там держит в руках, она находится как бы дальше. И между этими предметами воздух. И это вот те картины, к которым ты действительно подходишь, так, и понимаешь, что дышать можно. Удивительная вещь. Вот честно, я считаю, что это просто чудо. И вот это одно из главных жемчужин Лувра. А это Николя Пуссен. Николя Пуссен — это у нас уже такой взлет барочной живописи, когда в искусство приходит вот так называемый пафос большого стиля Людовика XIV. Людовик XIV, его большой стиль — это всегда пафос. И это прежде всего пафос. И ничего кроме пафоса. Но Николя Пуссен, надо отдать ему должное, он, ко всему прочему, еще и очень таинственный художник. Да, он абсолютно все свои композиции строит так, как будто это представление на сцене грандиозного театра. С грандиозными декорациями, с идеальной перспективой. Про что это кино? Это кино про чуму в Ашдоде или в Азоте, как иногда еще его называют. Филистимляне во время одной из битв с иудеями сперли ковчег Завета. Вон он стоит. Со скрижалями Моисея, которые там оставлены. Ну и как бы принесли к себе как бы в свою столицу. И Бог иудеев наслал на них чуму, потому что нельзя брать чужое, собственно говоря. И вы понимаете, что делает Пуссен? Пуссен делает как бы один из первых, он нам с вами рисует самый настоящий хоррор, это ужастик. То есть, когда люди хотят видеть красивое, Пуссен имеет наглость нам изображать здесь вот мужчину, который прикрывает лицо платком, как бы, чтобы не дышать всем вот этим вот. И он отрывает младенца от груди матери, которая уже не пытается этого младенца накормить. Поесть пытается младенец. А этот человек на самом деле его спасает. И в этом как бы заключена какая-то такая совершенно парадоксальная ситуация, когда мы и понимаем, да, что, естественно, как, это жестоко оторвать ребенка от груди матери. С другой стороны, как бы мы должны понимать, что это как бы мать, которая уже погибла от этой самой чумы, и не хватало еще ребенка этим заразиться. Но вот именно эти вопросы и задачи для себя ставит Пуссен в 17 веке, когда, казалось бы, все это еще слишком сложно для понимания большинства людей, но и композиция совершенно безумная. И у Пуссена всегда вот такое вот какое-то невероятное освещение, такое ощущение, что это все освещено луной, и никак не солнцем. Все это как бы во мраке, но при этом есть контрастный свет, контрастная тень, потому что, Пуссен, конечно, тоже знает Караваджо. Пуссена многие не любят, но я думаю, что не любят, потому что недопонимают. Я, честно говоря, сам вот как бы так и хочется процитировать Данте и сказать: свой век земной пройдя до половины, но я знаю, что многие скажут оптимист. Уже в 55 лет я наконец начинаю приходить к Пуссену. Хотя тоже раньше к нему относился так, слегка, легкомысленно. А это обожаемый мной, очень люблю. Кстати говоря, да, и вот должен об этом сказать. Вы же поймите, на самом деле я картины выбирал по своему выбору, то, что я люблю. Потому что, когда вы сами пойдете в Лувр, у вас будут свои любимые звезды. То есть, не факт, что именно это как бы обязательно для просмотра. Другое дело, что я искренне вам этого желаю и советую. А все остальное — это уже ваша воля. Это Жорж де Латур, которого я очень люблю. Причем я вам совершенно специально показываю проходную его вещь, как бы самую обычную. Почему она проходная? Потому что это очень модный сюжет в это время. Он модный со времен Караваджо. Вы у Караваджо можете увидеть огромное количество композиций на тему Шулер. Потому что, компания сидит, играет в карты, при этом вот эти трое, вы же понимаете, что это одна шайка, это жулики. Вот этот вот Вася, он держит вот карты как бы за спиной, да? А вот этот молодой человек, который вот весь такой отличник такой, знаете, вот они его сейчас они его разведут. Вот он отсюда уйдет в трусах, скорее всего. Здесь интересно вот что, смотрите, они все они, и он в том числе, несмотря на то, что он вот так вот разодет, это все не представители высшего класса. Почему? С этими-то понятно, да? Почему? А почему он нет? А смотрите, как интересно. Видите вот эти вот тесемки, которые тут висят? Ими рукав привязывается к вот этой вот пройме.
Дело в том, что это та эпоха, когда вшитый в пройму рукав – это уже новый технологический шаг. И позволить себе такой рукав могут очень состоятельные люди. То есть это не все. Все остальные как бы по старинке, как это носили, ну, по большому счету 500 лет до этого. Все остальные пришнуровывают рукав к пройме. И обратите внимание, у нашего благополучного парня та же фигня. То есть, скорее всего, он из класса молодой нарождающейся буржуазии, которой, ко всему прочему, еще и по чину не положено вот это вот все вшивать. То есть, скорее всего, он еще и не получил хорошего классического образования. Поэтому они его сейчас обуют. Итак, про что это кино? Про то, что надо хорошо учиться. Надо получать хорошее классическое образование. А теперь я хочу вам показать того Жоржа де Латура, которого мы все художники знаем и любим, которая уже непроходная вещь. Это художник, который съел собаку вот на таком вот освещении. То есть мало того, что Караваджо всех привел вот в это вот chiaroscuro, да, там свет и тень, а Жорж де Латур еще это делает при факелах и свечах. То есть абсолютный максимальный контраст. И посмотрите, какая это красота. Это святая Ирина находит святого Себастьяна. Святого Себастьян, вот он здесь, его уже расстреляли как бы стрелами, он сполз вот по вот этому столбу, который вот тут вот. Она его найдет, выходит, ну и потом, когда император Диоклетиан узнает, что святого Себастьяна выходили, он скажет: да елки-шпалки, ну это ж надо, то как казнил, он опять живой, тогда уже голову отрубит. Но вещь, конечно, совершенно необыкновенная. То, как это освещено, вот эти вот блики на лицах, это пламя, это что-то невероятное совершенно. Это, конечно, надо видеть вживую, это очень-очень красиво. И то, как он работает, понимаете, это же тоже, это все делается с натуры, потому что только на натуре можно увидеть, что вот так вот практически до белил высветлен лоб у того человека, который рядом с огнем. Дальше как бы уже мягче освещение, а вот там вот, где у нас уже идут рефлексы света, это вообще уже все погружается в такую вот красноватую такую вот дымку. Дико красиво. А это мы с вами уже... Это все был 17 век, сейчас мы с вами в 18 веке. Это эпоха регенства. Скажу буквально два слова, чтобы вы понимали контекст эпохи. Излет царствования Луи XIV, короля Солнца, он печальный. То есть все начиналось, да, с Версаля, с версальских балетов, с музыки Люли, которая плавно переходит в музыку великого Рамо и Куперена. Король танцует. Сначала у него Луиза Лавальер, потом у него маркиза Монтеспан, который, кстати, он чудесно изменяет вообще со всеми подряд. А потом король становится старше. И знаете, это вот тот случай, когда говорят, что мудрость приходит с возрастом, но чаще он приходит один. А вместо мудрости пришла Франсуаза де Ментенон, которая, кстати, Франсуаза де Беньи, на самом деле, она вообще как бы, она вдова с корона, то есть она провела довольно бурную молодость. Она общалась с самыми интересными людьми Франции, самыми веселыми, самыми передовыми, включая Ла Фонтена того же самого. Ну и, по всей видимости, так как бы утомилась ее душа от всех вот этих вот плясок, что она ушла в религию, в конце концов. И они ведь с Людовиком, с Луи XIV, они познакомились как? Она была воспитательницей его незаконнорожденных детей от маркизы де Монтеспан. А вообще, как бы она была подругой маркиза де Монтеспан, которая считала, что она сделала карьеру при дворе, и вот сейчас она поможет своей давней подруге, которая вот вся такая в нищете, как бы и даст ей работу такого с барского плеча. И как бы эта красавица взяла и обскакала там свою подружнику. В конце концов, в какой-то момент, как бы Луи XIV приходит к маркизе и говорит: сударыня, грасиас адиос, как бы. Я теперь буду дружить с маркизой де Монтеспан, которая, ко всему прочему, да, он делает ее маркизой, конечно, и мало того, он на ней женится. Женится официально, но брак тайный, как принято называть, марганатический, то есть о нем как бы знают все, но говорить об этом не принято. И вот при ней Луи становится тоже таким вот как бы религиозным мракобесом, он как бы начинает дружить с иезуитами, да, ко всему прочему на это все накладываются
неудачи в большой европейской войне за испанское наследство, потому что в Испании умер король, Луи, в принципе, ну как бы, если так вот положа руку на сердце, да, ну он имеет право на испанский престол. Ну не только он имеет право. Германский император тоже имеет на него право. И они начинают как бы эту войну за испанское наследство. И вы знаете, вот для меня как бы вот эта война, она всегда была какой-то странной, потому что Франция терпит поражение. Она подписывает унизительный мир. Но, внимание, испанским королем становится внук Луи XIV. То есть, собственно говоря, ну, что Луи хотел, то и получил, в принципе. Другое дело, что да, он обескровил Францию. Но, понимаете как, справедливости ради хочется сказать, что мы же все как бы, мы все учились понемногу. Да, и в школе нам говорили, что вот это государство это я, как бы вот эта знаменитая его сентенция. Но вы понимаете, какой смысл он вкладывал в эти слова? Когда он понял, что государство находится на... То есть вот еще шаг и пропасть, и все, да, как бы все на этом закончится. Безусловно, к этому времени уже нигде как бы на линии фронта не строились стадионы. То есть ничего вот этого не было. То есть деньги не шли куда попало, их просто не было. И Луи XIV делает такую вещь, что он собирает в Версале всю мебель, а вся мебель из кованого серебра. И вся эта мебель из Версаля идет на переплавку. И один из герцогов Гонзагов пишет в этот момент, что он говорит, приехал в Версаль на прием к королю, а присесть-то некуда. Заходим в зал Аполлона, а под балдахином король стоит, трона нет, потому что трон тоже был из серебра. То есть ответственность за свою страну у этого человека была такой, что вот все, что у него было, он отдал в переплавку для того, чтобы как бы были деньги, можно было продолжать военные действия. Но и тем не менее, да, все равно как бы прожил всю свою жизнь как самый настоящий эгоист. Кстати, знаменитый анекдот, он когда умирает, как бы маркиза Монтенон держит его за руку, он и говорит, сударыня, меня утешает одна единственная вещь. Знаете какая? Он говорит, какая, сир? Он и говорит, что скоро вы ко мне присоединитесь. И она в своем дневнике пишет, эгоистом жил, эгоистом умирает. Короче говоря, закат короля солнца был печальным, грустным, двор грустил, ни тебе праздников, ни тебе балов, ни тебе маскарадов, ничего вот этого. Ну и вот, как бы, ко всему прочему еще, как бы, под конец жизни у него умирает старший сын, практически тут же умирает старший сын его старшего сына, и практически тут же умирает следующий старший сын. То есть, короче говоря, следующим королем становится младенец-правнук, будущий Людовик XV. То есть в семье просто катастрофа. И сейчас мы сюда придем. И когда он умирает, в конце концов, в 1715 году, то власть переходит к принцу-регенту, к Филиппу Орлеанскому, к сыну родного брата Луи XIV, тоже Филиппа, к Филиппу II Орлеанскому. А Филипп II Орлеанский, он сибарит, он гедонист, он достаточно молод. И при нем расцветает вся эта куртуазная культура. То есть придворные вдыхают глубокой грудью, как бы, и начинаются балы, концерты, фейерверки. То есть Париж оживает. То есть все наконец-то вздохнули, все отдыхают от царствования Луи XIV. И в это время, как бы, вот вся вот эта любовная пастораль, это вот оно прорвалось, понимаете, оно так долго находилось вот там вот под 7 печатями, что оно как бы прорывается вот таким вот фейерверком. И вот 1725 год, Антуан Вато пишет 2 картины. Одна «Отплытие на остров любви», а другая «Возвращение с острова любви». И где что на сегодняшний день, как бы, вот что в Берлине, там отплытие или возвращение, что в Париже, отплытие и возвращение. То есть на этот счет как бы идут дебаты. Я все-таки считаю, учитывая, что здесь, как бы здесь все, ну, как люди отплывают на пикники, на которых они, ко всему прочему, будут разбредаться по кустам, заниматься там любовью. Ну как они? Они активно отплывают. Ну быстрее, поехали уже, давайте, все, грузимся, быстрее, девочки, быстрее, сколько... А посмотрите, что здесь происходит. Ну, поехали домой.
То есть здесь уже все случилось. То есть здесь уже все это напитано каким-то таким медом, в котором они медленно двигаются, разговаривают на китовом языке, как в каком-то мультике это было. Ты умеешь на китовом языке? А как это? А это вот так, вот так они на китовом языке разговаривают в этой истории. И здесь вот там вот вдали, вот там совершенно обнаженные гребцы, которые вот на лодке приплыли за всей этой публикой, причем там два красивых парня, надо сказать, над ними вьются вот эти вот херувимчики, ангелочки, путти, да, как бы, ну, казалось бы, вся публика должна обратить внимание, весь этот цирк у них уже сегодня был, им уже это не интересно. Но вы понимаете, да, как бы это мы с вами сейчас обсуждаем, как бы про что это кино, но вообще в эту картину надо всматриваться, потому что то, как пишет Вато, а Вато большой друг французской артистической среды. Он, в принципе, вот как Тулуз-Латрек не вылазил из кабаре Мулен Руж, да, так Антуан Вато не вылазит из комедии «Франсез». Он с ними со всех дружит с ними со всеми. Вы наверняка знаете его знаменитую работу «Жиль». Пьеро вот такой вот стоит. Вот это вот тоже, это его вещь. Антуан Вато вообще, я считаю, что это первый импрессионист. Потому что ну вот он пишет вот в такой вот очень легкой, очень летящей манере, когда ты рассматриваешь сильно очень вблизи эту вещь, оно все вот так вот написано. Здесь каждое лицо, каждый румянец, каждая улыбка, вот этот блеск платья, это все так легко, это все так, ну вот смотришь и думаешь, боже, он так элементарно написано, почему ты так не можешь? И никто так не может. Это так мог только Вато. Сразу после Вато приходит в моду Франсуа Буше, который любимый художник Жанны Антуанетты Пуассон, которую вы все знаете как маркизу Помпадур. Это уже у нас Людовик XV взрослый. А Людовик XV у нас взрослый, и самое главное развлечение короля, как бы, ну, о нем, знаете, как говорили об одном моем хорошем приятеле, он в этой жизни любил 3 вещи. Чашечку кофе до и сигарету после. Вот это про Людовика XV. Как бы, он тоже, по всей видимости, любил примерно те же мероприятия, поэтому в это время пишется очень много вот такой откровенной обнаженки. И это ни в коем случае не порнография, это эротика, это эпоха рококо. А рококо это у нас протест против барокко, протест против высокого стиля Луи XIV, всего вот этого пафоса, когда хочется элементарных, простых человеческих радостей. Другое дело, что самое важное в этом во всем, чтобы этими простыми человеческими радостями занимались не кто попало, не какие-то там парижские прачки, да? А опять же, кого мы с вами здесь видим? Обратите внимание, что у нее здесь полумесяц у этой барышни на голове. И мы с вами уже понимаем, ага, Диана, она же Артемида. Мы с вами ее видели, правда, одетую, как бы, которую нам изваял Леохар в зале с кариатидами. Но здесь она обнаженная, как бы, со своей какой-то нимфой. Не исключено, что это тот эпизод. Ах, тут вы понимаете, так это же все очень прилично. Это иллюстрация к Овидию. Это тот момент, когда Актеон увидел обнаженную Диану, а она увидела, что ее увидел Актеон. И она сказала, ага, сейчас. И его порвали его же собственные собаки. То есть тоже как бы за всем этим стоит очень моральная басня, что не надо подглядывать за купающимися женщинами. Но пусть они тихонечко висят себе на картине. Ну и немножко баловства от Франсуа Буше. Это висело в покоях короля, в его спальне. Это совершенно целомудренная вещь. Обратите внимание, как мастерски написан бархат. И не говоря уже о самой коже. Я хочу просто задать один вопрос. Вы же восхищаетесь улыбкой, ямочками вот тут вот у Джоконды, как вам ее пишет Леонардо да Винчи? Что мешает вам восхищаться точно такими же ямочками в других частях тела? Чем рот или губы хуже, то есть лучше всего остального? Мы все люди, ничто человеческое нам не чуждо, и это нормально. И в этом смысле 18 век это в каком-то смысле это тоже сексуальная революция. Поэтому то, что случилось в 60-е годы 20 века, это, знаете, ничто не ново под луной называется. А это Фрагонар.
Здесь как бы все одетые, как вы понимаете, но эта вещь называется задвижка, и это тоже висело в покоях короля. Про что это кино? Она вырывается, она говорит, нет, мне нельзя, за стеной родители, а он запирает дверь для того, чтобы родители не зашли. И вообще, чтобы никто не зашел. И говорит, не ори, дура, все будет хорошо и быстро. Мало того, вот как бы здесь есть еще как бы момент, связанный с тем, что вот такие вот вещи, они, как правило, висели в альковах, они висели в тех комнатах, как бы никуда не допускались все подряд, потому что вот молодой человек, он здесь уже, вы будете смеяться, он раздетый. Это как бы, ну вот это трусы и майка. Это отнюдь не одежда. Это то, в чем в приличном обществе не появлялись. Но заметьте, она позволила этому случиться. Но при этом она продолжает себя вести так, как положено вести в настоящих куртуазных отношениях. Несмотря на то, что он уже раздет, как бы она об этом знает, она все-таки пытается ему сказать, да нет, куме, ну я не такая, да не туда, как в том анекдоте, знаете. Ну и мы с вами практически переходим как бы к рубежу 18 и 19 веков, потому что случается французская буржуазная революция, потом случаются все эти страшные казни на площади, которая сейчас носит название Согласия или Конкордия, да, потом в конце концов, после директории, которая, собственно говоря, погибла благодаря своей славной коррупции, к власти приходит вот этот человек, который станет сначала первым консулом, потом императором. Но когда он уже как бы первый человек страны, его пишут достаточно молодым человеком, его пишет известный французский художник этого периода Жан-Антуан Гро, который очень моден в это время. Он пишет Наполеона, точнее не Наполеон, он еще не Наполеон, его еще так не называют. Он пишет генерала Бонапарта на Аркольском мосту. Что это такое? Это эпизод итальянской кампании Наполеона, когда он переходит через Альпы. И там как бы был такой момент, когда нужно было перейти через так называемый Аркольский мост, очень высокий мост в ущелье, который единственный как бы вот ведет туда, куда надо. Если мы не переправимся, то нас закрывают в мешке, как бы. Вся французская армия попадает в котел. И Наполеону кровь из носу, надо прорваться через этот узкий мост. Он над ущельем, часть этого моста над ущельем, а часть этого моста потом еще над как бы рекой. Ну там, кстати, не очень высоко, где именно река. Вот над ущельем они прорвались, надо форсировать вот это место над рекой. И именно там как бы австрийцы ну просто навсегда перекрывают проход, невозможно пройти вообще. И Наполеон, который... А его в это время, его армия его уже обожает. Почему обожает? Потому что об этом, кстати, прекрасно пишет Мережковский. Молоденький, стройненький, худенький, хорошенький, как девочка. При этом очень харизматичный и дьявольски смелый. Он хватает знамя, и он первый выбегает на этот Аркольский мост, и все его усатые гренадеры, когда они видят, что вот эта тростиночка, кровиночка их любимая, она там, как бы вот они все устремляются. И только благодаря этому они берут как бы Аркольский мост. Но дело в том, что они его берут так, что они своего любимого Бонапарта сталкивают с этого моста. Он падает в воду, как бы долго в этой воде лежит, его оттуда вытаскивают. Но гренадеры в это время уже как бы мост перешли, как бы все сделали, все решили. В истории остается что? Не Бонапарт в луже. В истории остается Бонапарт со знаменем на мосту. И именно этот эпизод пишет Жан-Антуан Гро. И так нравится это Наполеону, что он заказывает несколько таких портретов. И вот один из этих портретов, точнее два, находится в Лувре. Один сейчас, правда, передали в Версаль. А еще два находятся, честно говоря, не помню где, но это не так важно. Но это один из первых. А это, скорее всего, один из самых-самых первых. То есть, скорее всего, сначала была написана вот эта вещь, а потом он как бы ее масштабировал чуть-чуть. Прекрасная работа, но вот как бы вот это мне нравится, честно говоря, даже больше, чем та, которую мы с вами смотрели предыдущую. Она по живописи, она живее, она вся такая экспрессивная очень. Ну и Бонапарт здесь, конечно, невероятно хорош. Жак-Луи Давид был один из тех художников, кто реально жил в Лувре. Вот в прошлый раз я вам рассказывал, да, что после Людовика XIII и XIV Лувр был отдан в принципе художникам. То есть там были мастерские всех, скульпторов,
ювелиров, граверов, живописцев. То есть там они все там работали, король жил в Тюильри. И Жак-Луи Давид был один из тех, кто тоже как бы имел мастерскую в Лувре, но пришла революция и сказала: так, Давид, как бы его оттуда убрали, но революции надо сказать спасибо, хотя бы только потому, что именно при ней Лувр начинает работать как музей. Государственный музей, причем совершенно бесплатный. Туда можно как бы было войти, как бы не платя совершенно никаких денег. Единственное, что требовалось, чтобы люди были чистые, опрятные, хорошо одетые. То есть, если вот фейс-контроль не проходил, ну иди, значит, умойся, переоденься. Но, тем не менее, Давид делает хорошую карьеру и при якобинцах, и при директории, и при Бонапарте. То есть, он как бы сумел устроиться везде. И вот для Наполеона он пишет вот эту грандиозную эту работу, она тоже там 10 на 15, условно говоря, то есть это такой большой метр, перед ней толпятся люди. Я вам честно скажу, я к ней подошел как бы издалека, я ее увидел, я для себя решил, я это видел, как бы, я пошел дальше. Но по-быстренькому все-таки я вам здесь немножко расскажу, о чем здесь идет речь. Это 2 декабря 1804 года, это коронация Наполеона в соборе Нотр-Дам-де-Пари в Париже. Кстати говоря, все коронации французских монархов проходили в Реймсе. В Париже прошло только 2 коронации. Англичане во время Столетней войны короновали своего принца Генриха VI в соборе Парижской Богоматери, и вот короновался Наполеон. Наполеон для своей коронации притащил в Рим в Париж аж римского папу Пия VII. Вот он здесь сидит. Картина совершенно комплементарная. Родственницы, сестры Наполеона, да, они устроили брату истерику. Они сказали: мы не хотим нести шлейф твоей старухи. Они Жозефину называли старухой. Она была старше Наполеона на 6 лет. Они не могли ей простить, уж не знаю чего, что она была умнее их, наверное. Но, тем не менее, в угоду своему шефу Жак-Луи Давид изображает всех 3 сестер Наполеона, и Каролину, и Луизу, и Полину, изображает несущими шлейф Жозефины Багарне. Жозефина здесь вот колено преклоненное. И, собственно говоря, это тот эпизод, вот он сам Бонапарт, это тот эпизод, когда сам Наполеон, он уже коронован. У него здесь на голове, кстати, императорский древнеримский лавровый венок, который он считал своей короной, как бы и носил его. У него была еще как бы коронационная корона, но он, знаете, как сделал? Он подошел к папе, который эту корону взял, как бы намереваясь возложить на голову императора, взял у него корону из рук и сам ее на себя надел. А потом папе отдал, типа все случилось, идите, ваше святейшество. И потом он уже сам, он коронует свою жену, поэтому в руках у него вот венец, которым он коронует Жозефину. Мама Наполеона, которую он страшно любил и боялся, которая их всех держала вот так, как настоящая корсиканская мама, Летиция Ромалина Бонапарт, она находится здесь в ложе. Ее там не было от слова никогда. Мама на коронацию не пошла. Но Жак-Луи Давид ее здесь изображает, потому что Наполеону это будет просто очень приятно. Вещь, конечно, огромная, вещь шикарная, вещь совершенно ампирная. Ампир от слова империя, вы же понимаете, да? Это уже следующая эпоха, начинается романтизм, уже никакого Наполеона, случилась реставрация. Во Франции все печально, политикой заниматься не хочется, об этом говорить не хочется, поэтому художники уходят вот в такие вот истории, которые важны для гражданского сознания нации. Эта вещь называется «Плод Медузы». Теодор Жарико пишет нам картину о том, как королевский фрегат «Медуза», который получил пробоину в открытом море, с которого сбежали офицеры вместе с капитаном, оставив вот как бы обслугу и матросов, которые некоторые спаслись на вот этом вот плоту. Здесь было все. Здесь был каннибализм. То есть здесь как бы люди только чудом как бы не превратились в рычащих зверей. То есть это на самом деле страшная история. И эта страшная история здесь благополучно завершается вот как раз в тот момент, когда эти несчастные люди вот там вот вдали видят корабль. Собственно говоря, вот они обращаются к нему, это последняя надежда для них. Конечно, когда Жарико выставил это на Парижском салоне, это был шок. И с этого шока начинается французский романтизм.
Ну, а продолжается, конечно, он с этой совершенно великолепной вещью. Это Жан де Лакруа, который пишет «Свободу на баррикадах Парижа» после революции 1830 года, которая свергла последнего Бурбона Карла X, но привела на престол другого Бурбона, правда, орлеанского Бурбона, Луи Филиппа Первого. В какой-то степени, вот понимаете, волшебная вещь. С одной стороны, абсолютный реализм, потому что обычные парижане на баррикадах, но среди них почти мифическое существо. Вот эта вот женщина с полуобнаженной грудью в фригийском колпаке, которая с одной стороны абсолютно реальна, а с другой стороны абсолютная аллегория Франции. Ну и, конечно, живопись Делакруа, которая была достаточно революционной в это время. Вот его живописью тогда накрыло всех. Вот все были влюблены в Делакруа, он был властителем умов среди художников. В то же время, в этот же период, никто не отменял классическое искусство, оно продолжает существовать. А еще есть такая уникальная упорная вещь, как мода. А в моде ориентализм, в моде весь этот Восток. Жан-Агюст Доминик Энгр пишет вот такую вот одалиску. В это время, непонятно почему, в Париже и во Франции считается, что одалиска – это что-то типа наложницы турецкого султана. Хотя на самом деле одалиска – это всего лишь обслуга гарема. То есть, ни одна приличная одалиска вот так бы не развалилась бы на тахте, там, ничего не делая. Нет, эти люди все время что-то делали. Мыли окна, пол там, и так далее. Они вот валялись с этим роскошным веером с перьями павлина. Вы знаете, вот Энгр как Пуссен. Вот, честно говоря, для меня, он когда-то, я был влюблен в его рисунок, там, будучи юношей, когда учился, то есть я понимал, что Энгр рисовальщик, это невероятно просто. Его рисунки надо видеть. Кстати, в Лувре прекрасная коллекция его рисунков, но мы сегодня их не смотрим. Потом со мной случилась такая метаморфоза, я начал смотреть на живопись Энгра как на хорошо раскрашенный рисунок. Как знаете, вот итальянскую живопись эпохи Кватраченто. И только вот сейчас я постепенно начинаю видеть в Энгре там какие-то вещи, которые раньше мне почему-то в глаза не бросались. И я в абсолютном шоке от того, что я вижу. И сейчас я понимаю, почему его боготворили Пикассо, Модильяни, Сальвадор Дали. То есть они реально ходили, копировали Энгра, потому что они его считали великим мастером. А вот этот энгровский портрет я любил всегда. Это Луи Франсуа Бертен. Луи Франсуа Бертен, он, знаете, такой, как Жак-Луи Давид. То есть он пытался хорошо устроиться, в принципе, при всех властях. При Бурбонах, при Людовике XVI он был редактором Королевской газеты. Потом он был редактором этой же газеты, она называлась «Революционной». Потом эта газета стала называться «Газета литературных и политических дискуссий». Потом к власти пришел Наполеон и сказал: что? Каких дискуссий? Никаких, сказал Бертен, уже никто никуда не идет. И газета стала называться «Газета империи». Когда началась реставрация, после того, как Наполеон сначала ушел на Эльбу, потом на Святую Елену, когда началась реставрация Бурбонов, опять газета стала королевская, а потом она стала газетой литературных дискуссий, в конце концов. Но все это время Бертен выстраивал свою медиа-империю, это такой медиа-магнат своего времени. И вот Энгр нам пишет такого классического буржуа. Вот это, знаете, такой архетип, вот ешь ананасы, рябчиков жуй. Это вот про этот портрет, это вот про этого человека. И здесь, согласитесь, здесь, во-первых, в глазах достаточно ума и интеллекта, и посмотрите на эти руки. Вот короли так держатся за державы свои, которые вот они держат в руках, как он держится за свои колени, которые, безусловно, устали на самом деле гнуться перед всеми властями, перед какими только можно было и нельзя было. И я хочу закончить вот этим Камилем Каро, потому что приходит вот эта эпоха барбизонцев, а потом и импрессионистов, когда искусство выходит на улицу, оно выходит на пленэр. Художники начинают писать с натуры пейзажи, благодаря великому американцу, который придумал тюбик, в котором можно хранить краску. И вот эта вся вот такая вот живопись, включая и барбизонцев, и импрессионистов, она тоже находилась раньше в Лувре. Но
В самом начале 20 века Орлеанский вокзал, который находится вот на другом берегу Сены, как раз напротив Гранд-галереи Лувра, он потерял свою необходимость как вокзал, и парижане решили, что это идеальное пространство для музея современного искусства. Ну, более-менее современного искусства. И вот вся живопись и искусство второй половины 19 и 20 века переезжает туда, в этот Орлеанский вокзал, который мы с вами сегодня знаем как музей Орсе или Дорсе. И вот о нем мы с вами будем говорить, скорее всего, в следующем месяце. А с Лувром, вы не поверите, мы закончим.